Всем привет! Долго говорить не буду, вы и без меня знаете, какая беда с интернетом в России. Жесткие ограничения и блокировки касаются примерно всего. Ни такси не вызовешь, ни выпуск в Ютубе не посмотришь. Я уже молчу про звонки в мессенджерах. И вот чтобы обходить эти блокировки максимально эффективно, я рекомендую Blun VPN. Ссылка на него в описании к выпуску. Вы впервые публично рассказываете о своих отношениях с Папой Римским Франциском. Он спрашивал, я ему советовал. То, что папа думал, я озвучил. Он приехал в Ватикан в тех же туфлях, в которых уехал из Аргентины, и в тех же его и похоронили. А вот его туфли, мне подаренные. Я не просто исполнила Аиду, я исполнила в самых легендарных мировых ее постановках. Она лучшая тоска в мире. Я, правда, лучшая тоска Я в мире. понимаю. С митрополитом Иларионом вы там познакомились? Вы должны будете спать в раздельных комнатах. И это было поручение папы. Меня отправлял учиться митрополит Кирилл, который сейчас патриарх. Свалим отсюда, будем с тобой заниматься любовью 24/7. Очень близкие отношения именно с Байденом. Трамп может предложить что-то такое похожее. В дружеских отношениях с Сахаровым находился, помогал Солженицыну денежками. Тогда я еще немножко вина пил. Пели ли вы когда-нибудь для папы лично? С транспарантами на каждый спектакль. Просто выносили меня на руках. Должен ли артист Я считаю, что иметь нет. политическую позицию? Это об этом вы с Блинкиным разговаривали? Вы можете спорить со своим мужем, со своими детьми. Вы же не ходите там с ракушками спорите же. То есть поддакивать можно. Я думаю, что это просто зависть. А кто вы? А я класс, кающийся грешник, ищущий спасения. Почему источником своих знаний о России Папа Франциск выбрал вас? Потому что мы умные. Верите вы в это? Здание потрясающее. Это что за Здание, одно из самых старых в Москве, оно принадлежало так называемому еретику Тверетинову. Он считается русским Фаустом. Неплохо мы встретились. Да, его собирались... Вот именно вот этот первый этаж, вот точно это вот там в той части то же самое. То есть его собирались сжечь, и Петр I вроде бы за него вступился, и его не сожгли. И теперь здесь союз староверов. Да. Вы выкупили или в аренду? Мы непосредственно арендуем. Вау, класс! Да. Ну, тут прям кирпичи какие-то тысячелетия. Это у нас другого нет. Чего у вас нет? Того, что у других есть. Светлана, Леонид, у вас очень разные биографии, очень разные судьбы, но я бы очень хотела поговорить с вами о том, что составляло большую часть вашей жизни в последние 10 лет. Это дружба с Папой Римским Франциском. Вы были, наверное, одними из тех, кто входил в самый ближний круг папы. Это правда? Да, они были очень близкими. Скажи, Гордеевой, скажи. Я правильно понимаю, что вы впервые публично рассказываете о своих отношениях, взаимоотношениях с Папой Римским Франциском? Я думаю, что да. Это всегда было очень интимно. Вот. Но сейчас папа является, так сказать, достоянием общественности. То есть папа – это не просто там, мой сосед, да, это не просто какой-то друг. Папа – это все-таки фигура, которая имеет достояние для всего человечества. Началось все с вас. Ну и со Светланой, и с меня, потому что я был продюсером, она была певицей. Мы делали концерт. 12 ноября сам был концерт 2013 года. Но он с таким немного политическим оттенком был о мире в Сирии. Это было прямо в Риме. Это было Виа Кончиляционе, в аудитории Кончиляционе. То есть это вот как бы прям Ватикан, где начинается. Вот. И, соответственно, Светлана себя считала в этом плане тоже несколько уникальной, потому что она родом сама из Грузии, из Батуми, и она была беженкой как раз начинающегося военного конфликта тогда. И мы решили сделать такой вот перформанс в Ватикане, призвать все стороны начинающегося конфликта в Сирии к миру. И, соответственно, решили пригласить папу Франциска на этот концерт. Мы уже разместились в гостинице «Святой Марты», где папа Франциск решил вообще за несколько месяцев до этого жить. Это как бы гостиница внутри Ватикана,
Вот. То есть, в принципе, какому-то такому ближнему они могут разрешить на денежной основе. Обычный проживать. человек с улицы не может там забронировать номер? Нет, потому что это все-таки режимный объект, то есть это внутри Ватикана. Красивая гостиница? Холодная. Холодная. Ей всегда там холодно. Вот как в монастырях или как вот в итальянских соборах неотапливаемое. Ощущение того, что ты вообще в каком-то фильме, прям вот, ну, и таком историческом, потому что каждая деталь, каждая... Ну, в стиле, да. То есть в таком стиле, ватиканском в таком стиле, вот... да. В основном вот в этой гостинице живут кардиналы, когда приезжают избирать нового папу. И папа Франциск, в том числе, за несколько месяцев до этого, в марте 2012 года, также приехал 100 марта, был избран папой и решил не встречать. Сказал, что я буду жить в гостинице. А должен он жить в дворце. То есть Ватикан – это все-таки, так сказать, нашим языком выражаясь, королевство. Папа – это король, он должен жить в дворце, вот, специальная резиденция. А папа сказал, нет, я буду жить в гостинице вот в этом номере, где и жил. Он жил на 2-м этаже, то есть мы жили, по-моему, на 1-м этаже. Через кардинала я... Папа здесь стоит. Мы говорим, как вот сказать, мы хотим, чтобы все-таки гарантировано, что он пришел. И папа, он так стоит, уже где-то в 7 часов вечера накануне 11-го. И так говорит, non lo sento, non lo sento, non lo sento. Не чувствую, что нужно. И потом кардинал говорит, ну ты слышал, то есть вот возможно придет, возможно, то есть посмотрим. Уже следующий день, 12 ноября, Светлана поет, здесь его как бы кресло стоит, все, он должен прийти, все готовимся, ну и не пришел. Ну ладно, не пришел, то идем. А вы что чувствуете, когда пустое кресло? Светлана была беременной. На самом деле я была так взволнована, и я только об этом узнала чуть ли не неделю назад тест сделала, у меня в руках... Грубо говоря, это был ноябрь, Да. а ты забеременела где-то в октябре. Да, буквально вот чуть ли не за неделю до этого мероприятия. И как они говорят, мой то агитата, я в таком состоянии. Папа, да, не приходит, и я начинаю, Бенедикт вот был, Бенедикт бы пришел, а этот папа не пришел. После этого у нас была автопати, то есть тогда я еще немножко вина пил. В общем, возвращаемся мы в гостиницу где-то в час утра. Или в начале 2-го. В лобби сидит, в час утра сидит его секретарь, папа. Сидит все это время, ждет нас. И говорит, вот папа вас завтра ждет у себя на месте в 5 утра. Да, он каждый, 5 утра он ждет на месте здесь же, да. Свет, пойдем? Света, конечно, пойдем. И вот мы, то есть спускаемся, мы идем в капеллу. Вот, там нас встречают гвардейцы, проводят на самый первый ряд, сажают. И вот мы сидим, папа здесь служит. Состояние просто удивительно, потому что я говорю, я беременная, концерт спела, ночь не спала, сердце колотится. Я так думаю, вчера я только что ругался, папа сейчас меня сажает. Проходит литургия, он как бы идет после литургии, выходит и стоит и приветствует всех, кто был. И папа начинает извиняться и говорит, мне так жаль, извините, что я не пришел, но на самом деле я решил вообще не ходить на концерты. Вот. То есть вот я такое сделал решение. До этого я сделал решение никогда не смотреть телевизор. А второе, я в 9 часов уже ложусь... 8 часов я уже ложусь спать. Вот. А ваш концерт начинался там в 9. Но я послал секретаря, он записал, вот, мне принес и все это показал. Я слушаю. Вот. И я считаю, Светлана, что ты лучшая тоска на самом деле в мире. Вот. Ее благословляет, говорит, вот ты должна пообещать, что ты будешь петь только ради каких-то божественных, возвышенных целей, никаких корпоративов, ничего этого. Тоже есть фотография, он держится за ее утробу, благословляет ее ребенка, благословляет голос. И потом он говорит, вот, и пообещайте, что каждый раз, когда вы будете в Риме, вы будете меня навещать. И после этого Светлана, она родила, приходит имейл. Там, девочка или мальчик, как, все хорошо? Да, все хорошо. Да, это как раз война тоже, 14-й год началась. И он там, когда будете в Риме, заходите. Вот. Все, Светлана уже там, по-моему, в 15-м году уже поет в Риме. Она пела до пандемии раза 2-3 в год в Римской опере. И вот каждый раз мы ходили, так сказать, его навещали. Планировал или хотел вот-вот, и прям уже было почти его затянуть в Римскую оперу, чтобы он сходил.
Но вот то пандемия, то это, то болезнь. Да, он комментировал, говорит, вот, мне кажется, что ты слишком... В этой постановке была слишком кровожадна во втором акте со Скарпи. Даже, говорит, мне стало его жаль, говорит, хотя он злобный герой. И такие детали, вот там чуть ли не на 25-й секунде второго акта. Я думаю, боже, ну вот у меня, вот я стою, я не знаю, что мне сказать, я в шоке вообще, вот это удивительно. Да, а потом мы узнали, что он был реально оперным, как сказать, оперным фанатом, мегафанатом. У него мама, она была как-то связана Он разбирался очень. с оперой, то есть она ему пела в детстве оперные. Тоже его как бы аскетическая история, что любя оперу, он всегда, когда в Аргентине жил, на все постановки ходил. В Аргентине, в этом, ну, там колонны. Вагнера любил. А вот он сделал как бы такой обет Богу, что все, став папой, я в оперу больше не хожу. Но у этого есть еще и романтическое объяснение. Я имею в виду женщину, в которую он был влюблен, когда жил в Аргентине. И еще не был ни монахом, ни священником, а работал вышибалой в баре. Да. У него была единственная девушка, которую он любил. Она была по взглядам достаточно левых взглядов. То есть там была история с режимом. В общем, все закончилось тем, что ее арестовали и сбросили с самолета. Та девушка, в которую он был влюблен. Да. А она пела. Она пела, но, по-моему, не в оперном театре. Но в любом случае, то есть у него вот это была история любви, то есть она погибла, вот, и после этого он решил стать монахом. И все говорят, что она похожа на Свету. Я слышала, что когда он вас увидел, у него случился эффект дежавю. Когда я путешествую, меня то за латинос принимают, то Аргентина, то Испаньола, то из Сардиния, Итальяна, Сицилиана. Она была похожа на Светлану. По-моему, она не была оперной певицей. Она пела, я так понимаю, в том баре, в котором он работал, вышибал. Вот такой. Видите, вы больше даже меня знаете. Она была больше политическим таким этим перформером. Было достаточно таких левых взглядов, и, соответственно, вот у него такая трагедия. Но оперу всегда любил, мега любил. Что он любил больше, оперу или футбол? Оперу, мне кажется. Нет, ну у него такие познания, я не знаю. Опера, он 100% оперу. В его квартире ничего не напоминало о футболе, это точно вам скажу. Но при этом огромное количество дисков. Да. И такие детали с премьеры Первой мировой, вот последний разговор, с Первой мировой премьеры Набуко с присутствием там Джузеппе Верди. И такие детали, которые не каждый музыкант знает. То есть такой грамотный. Он был мегакритиком. Такие познания, просто вот мне даже иногда до самого последнего момента. Вот мы его видели, уже он вот так вот еле дышал. Еле разговаривал, а голова молодец. А оперу все равно. Вот последние постановки, где что ставят. Вы из Батуми родом? Да. В момент, когда вы должны были идти примерно в 1 класс, Батуми превратился в очаг войны. Что это было? Мои детские воспоминания – это стрельба под окнами, раздали тогда оружие населению. Проблемы были со светом, с горячей водой, с отоплением. Ну, голод прям был, самый настоящий голод мы тогда испытали. И когда я родилась, брату старшему было 1,5 года, папа ушел, и, в принципе, никогда его не было. Мама одна нас растила со старенькой больной бабушкой, и не было ни еды, ни света, ни денег, ни воды. Давали талон, по талонам давали кусок хлеба и маргарин Рама. Вот я вот на веки вечные запомнила вкус этого отвратного маргарина. Спасали фрукты в Батуми же. Хурма, королек, инжир с деревьев прям подбегали, срывали. Может сказать, мы на них и росли, когда вот стреляли под окнами, двери там взломали тоже. И, беспредел такой был в это время в Грузии. И мама, конечно, очень переживала одна с 2 маленькими детками, погодками, и бабушкой больной. И переехали в итоге мы в Казахстан. Грузовой был этот самолет. Помню, в нем, кстати, эти мандарины были ящиками. И вот мы с этими мандаринами, с этими ящиками как-то вот мы перебрались к маминой сестре родной, которая жила в Казахстане на тот момент, в маленьком городе Актубе, это рядом с Оренбургом. Там я прожила до 17 лет. А вы этнически себя кем чувствуете? Человеком мира, потому что родилась в Грузии, изидка по национальности, переехала в Грузию, в Казахстан, где тоже осталась частичка меня. Родители оба езиды. А я знаю, что у езидов было принято на езидах жениться, чтобы сохранить нацию. Да. А вы все нарушили. Нарушила, на самом деле, очень так даже умышленно, потому что в моей национальности мужчины все говорили, что не приемлют такой профессии, гастролей по всему миру, что женщина должна сидеть дома у плиты и рожать детей. Староверы тоже не сильно либеральные. Далеко ушли, да. Это правда. Но Леонид с огромным пониманием с первого дня отнесся к моей профессии, работе и
понимаю, что это для меня больше, чем просто заработок. А где все это время жил ваш голос? Вот пока вы скитались, пока вы росли? Он вел меня с самого рождения. Я помню еще годика 4 мне было, мама пришла и увидела, что я за инструментом не знаю нотной грамоты, услышала мелодию по телевизору и села, ее уже исполняла на фортепиано. Не знаю нот и абсолютный слух. И мама привела меня потом на прослушивание в музыкальную школу, в детский хор. Я вышла на сцену, спела песню, и меня сразу поставили в солистки, сразу пошли концерты, сразу, вот как будто бы я родилась на сцене, сразу бегом я набрала огромный репертуар. Я рано почувствовала себя взрослой, в 10 лет я уже пошла зарабатывать на жизнь, кормить семью, параллельно с концертами выступая на конкурсах, потому что на всех конкурсах я занимала первые места. А мы же просто голодали. Папа алиментов не платил. И один раз дали первую премию ковер. Мама его продала на еду, деньги. Второй раз люстру за первую премию, помню, на конкурсе. Потом магнитофон, потом я приносила все это. Вот такие, еще маленькая была. А потом уже в 10 лет уже прям пошла уже работать. В 10 лет? 11, да. Я поговорила с нашей соседкой, говорю, подговорила ее, чтобы она поговорила с мамой, что все будет хорошо, что я под ее присмотром буду у нее работать продавцом на рынке. Морковку, сандали продавала, потом все эти чупа-чупсы. Очень хорошо справлялась, на самом деле, свои задачи. И помню, первую зарплату я принесла домой еду. Маме юбку в школе купила, мама педагогом работала. И я говорю, мам, вот тебе будет в чем пойти на 1 сентября. Потом я кем только я уже не работала. На кассах и в видеопрокате, и даже таксисткой работала. А таксисткой вы где, там еще в Актобе работали? В Москве уже? Студенческие годы. А то есть вы в консерватории учитесь и вы таксуете? Да. Чуть-чуть, недолгий промежуток времени, но я, правда, развозила только женщин, мужчин боялась. Я работала таксисткой в конце как раз 90-х. Тоже, да. Под Новый год. Это были 3 дня, в которые я заработала, мне кажется, больше всего в своей жизни. Больше всего, конечно, голосом зарабатывала. Я пела на всех мероприятиях. Я пела и эстраду, и R&B, и народные, и рок, и поп. И во всех жанрах я пела все на всех языках. У меня был грандиозный репертуар. Конечно, самые большие деньги пошли вот именно благодаря голосу. Потом в какой-то момент в консерватории, конечно, пришлось это все дело прекратить, потому что совмещать уже было невозможно. Уже если ты идешь в классическую музыку, в академический вокал, ты уже должен остепениться. А почему вы выбрали классический вокал? Мне было 17 лет где-то в музыкальном колледже. Меня услышал один меценат, и он мне поставил запись вот просто как ангел с неба. Опера «Аида» Джузеппе Верди в исполнении Леонтин Прайс. И это было для меня просто каким-то таким открытием. Это как голос с неба, который вот прям вот меня пробудил это знание. Я поняла, что это высший пилотаж. Это живая музыка, это настоящее искусство. То, что никто не сможет подделать. Потому что даже тот же R&B, поп-музыку поставили под звучки, микрофоны, обработки как фотошоп на фотографии. И, в принципе, абсолютно любой человек сможет круто прозвучать. При хорошем звуковике и оборудовании, профессиональной группе, команде можно записать даже диск любому прохожему. Вот, и это будет певец. А классическая музыка, когда ты выходишь живьем, с живым оркестром, без микрофонов, без подзвучки, живой звук, это ни с чем не сравнимо. Это космос, это уже как какая-то высшая такая, не знаю, степень. Это необъяснимо. Просто это вот погружаешься в это и понимаешь, что вот Господь с нами может даже через музыку говорить. Опера покорила меня навеки вечные. Все. Появилась мечта, а есть же разные голоса. Меццо-сопрано, колоратурная сопрано. У меня сопрано драматическая, да. А именно, чтобы Аиду исполнять, это надо вот этот редкий голос драм-сопрано. И я еще сказала, Господи, если еще и у меня будет драм-сопрано, я просто буду самым благословенным человеком в этом мире, который сможет исполнить эту партию. И я не просто исполнила Аиду, я исполнила в самых легендарных мировых ее постановках.
Последний раз я исполняла в 2019 году. Вот, и не просто исполняла с огромным успехом, вся критика мировая. Прям... Вас с Каллас сравнивали? Да, да. Люди с транспарантами на каждый спектакль, там просто выносили меня на руках. И мечта не просто сбылась в самом наилучшем для тебя виде. Леонид, ваш круг знакомств от патриарха Кирилла до Папы Римского, от главы ЦРУ до главы президентской администрации, от королевской семьи Великобритании до посольства Америки здесь, в России. А кто вы? Как вы сами себя могли бы описать? С точки зрения богословия, кающийся грешник, ищущий спасения. Вы из семьи, где было 8 детей. 8. Вы сейчас так задумали, как будто вы Нет, считаете. потому что на самом деле 9. У моего отца был еще первый брак. Вот, и от первого брака у него был один ребенок, Михаил. А потом он женился на маме. У меня разница между моим папой и мамой 25 лет. Он женился второй раз, ему было 45, мой возраст, а маме 20 было. Я уже от мамы 8 детей. У меня отец диссидент. В общей сложности он 10 лет отсидел. Помимо диссидентства он занимался антикваром и собиранием рукописей. Он был первый, кто создавал рынок даже антиквариата. Мы говорим, времена Сталина. Церкви закрывались, рушились. Книги священные, которые, там, я не знаю, которым по 1000 лет использовались для обертывания рыбы, селедки. Вот, иконы просто выбрасывались. И мой отец ездил по селам, весям, включая Латвию, включая Прибалтику. Вот, приходил в эти дома к родственникам умерших родителей. То есть родственники уже становились коммунистами там, или комсомольцами, атеистами. Для них это не представляло никакой ценности. И говорил, я вам дам небольшую денежку, вы вот мне дайте вот эти книги, которые собираетесь бросить в печку. А потом он приезжал, и его за это арестовывали. Вот, и обвиняли в том, что он был спекулянтом и вредоносным, так сказать, агентом. Несмотря на то, что основная коллекция Минской библиотеки древних рукописей в основном на его собраниях. Допустим, академик Тихомиров, это тоже, который занимался сбором рукописей. Вот его собрания, они состоят, так сказать, из тех книг, которые также мой отец собрал. То есть он спасал рукописи, иконы, а в итоге его вот обвиняли, что он ведет антисоветскую деятельность. Ну, в принципе, у него антисоветская деятельность, она была в силу как бы его старообрядческих взглядов. Потому что у староверов есть особые взгляды, так сказать, на государство. Они вообще считают государство антихристом. И, соответственно, с государством у него были такие достаточно сложные отношения. В дружеских отношениях с Сахаровым находился. Вот. Помогал Солженицыну денежками еще в те периоды, когда Солженицын был неизвестен. Ну и в итоге вот 10 лет отсидел. Выйдя последний раз, он зашел в кафедральный собор православной церкви, и на хоре пела моя мама. И он завязал все отношения, и вот у него 8 детей после этого. Вот в Ростове мы жили. Вот, причем он вел такую достаточно конспиративную жизнь. Ну, я еще помню, вот там 85-й, 86-й год. У нас постоянные обыски там, со взломами, вскрытиями. Вот, нас там сажали вот так. Я помню, мне там 7-8 лет. Скажи там, что там твой папа, что куда. Но у нас уже было понимание, что можно говорить, что нельзя говорить. А вы какой по счету? Если, так сказать, в общем количестве моих отцовских детей, то 4-й. Если от моей мамы, 3-й. Вот. Религиозная составляющая, насколько серьезная была в вашей семье? Но она основная. То есть гениальность моего отца заключалась в том, что он считал, что можно в любом государстве жить и создать свою атмосферу, свою как бы общину или свой скит со своими ценностями, со своими законами, со своими устоями. И в итоге ты как бы живешь полноценной культурной своей жизнью, а все, что вне, для тебя является просто как бы пустыня. Верите вы в это? Вот именно так, наверное, до 91-го года жил. Вот, то есть у нас было 2 реальности, то есть реальность дома и реальность, вот когда выходишь из дома, это совершенно другая реальность. И мы жили в какой-то, так сказать, совсем периферии, за какой-то балкой. При этом отец, он мой был достаточно так обеспеченный человек, вот, но жил вот как-то такой параллельной реальностью. Он жил каким-то своей идеологией, своим стержнем.
Вот. И научил именно так. То, что дома тебе говорят, вот это правда. Вот ты за пределы дома выходишь, вот 90% будет лжи. То есть ты вот то, что тебе говорят, можешь поддакивать, но не верь. То есть поддакивать можно? Ну да, потому что если ты не относишься, как сказать, серьезно к этой реальности, а зачем вам спорить? Вы можете спорить со своим мужем, то есть вы можете со своими детьми, к тем, кому вы имеете, так сказать, какие-то эмоциональные отношения. А если для вас это, как сказать, ну, вы же не ходите там, я не знаю, с ракушками спорите же. Вот, ну и такая вот была идеология. Живи своей жизнью, а что вовне, это, как сказать, ну, грубо говоря, не твои проблемы. Как вы думаете, почему источником своих знаний о России Папа Франциск выбрал вас? Ну, знаете, сказать, потому что мы умные. Я не знаю, я Леониду доверяю. Да, ты когда такие вещи спрашиваешь, это скажет, я как вис и дарте, да, то есть я жил опера, я это не рассуждаю. Я не знаю, Да, правда. эта вещь, она вот на базе какой-то химии, ну, какого-то такого совместного доверия родилось. Причем оно взаимно, но вплоть до того, что вот как бы, если нужно за Папу Франциска на огонь, мы запросто пошли. И мы ему это говорили, он знал, да. И я думаю, что с его стороны тоже вот такая вот какая-то химия была, именно доверие, да, что вот он, грубо говоря, спрашивать мы могли там всякую там чушь или какую-то ложь, говорит, понимаете, да, у него всегда было доверие к нашему анализу, там, к нашему видению и так далее. Вот. Это правда, что он поручал им довольно деликатные вещи, касающиеся обмена военнопленными России и Украины? Ну, у него были разные, как сказать, разные каналы связи, в том числе и официальные каналы, то есть он непосредственно с послом Авдеевым по этому, как сказать, вопросу контактировал. Папа дает Авдееву списки, и в этих списках достаточно имена, как сказать, что у нас там много всяких бы клейм на них нацепили. Посол Авдеев читает эти списки и говорит, если вы хотите, мы это сделаем. И этих людей отпускали. Причем потом даже в СМИ в этих наших выходили, что очень там, как это так, таких-то отпустили, таких-то. Вы говорите про имена, а при чем здесь имена? Имена кого? Военнопленных. Мы же Военнопленных. То есть это были конкретные военнопленные? Конкретный список. Список конкретных военнопленных в России, то есть это были не рядовые военнопленные, а какие-то, которые служили в специальных подразделениях. В том числе. Мы говорим про подразделение Азов. Ну, я не хочу ничего этого озвучивать. Ему приносили, конечно, список, то есть ему подавали украинская сторона. А российская сторона подавала списки? Российская тоже, да. Тоже через вас? Ну, в том числе, да, но больше по официальным каналам. Это правда, что был еще один обменный список, который не был реализован в связи со смертью папы? И он касался не военнопленных, а политических? Были политические, да. Там смысл, его план заключался в чем? То есть у него был план, он из 4 пунктов состоящий. Обмен военнопленных, это было, как сказать, больше желания украинской стороны. Папа волновало, чтобы не было вот этой истории с детьми. Хотел, чтобы вообще все дети, которые есть, то есть он не знал, сколько их реально есть там, потому что там списки разные, кто говорит там 20 тысяч, кто говорит всего 300 человек. Он настоял на том, чтобы все дети были чтобы они возвращались. 3 пункт, чтобы начали обменивать политических на политических. Уже начался процесс, и был большой список, который затрагивал и наших политических деятелей, и украинских. Ну, как сказать, наши здесь, или там наоборот, вот, они должны были вернуться. И плюс у него было вот это вот желание, чтобы санкционные списки, то есть он так считал, что они должны быть подвергнуты ревизии, в том смысле, что не должно быть, допустим, какие-то родственники, которые вообще ни в чем не участвовали, чтобы реально находились только под санкциями люди, которых ты можешь сказать вот по этой причине. Вот. То есть это как бы 4 пункта, над которыми он работал, и, по-моему, они выходили на какую-то такую финишную прямую. Да. И папа этим всегда, ну не то что поражал, а с глубоким уважением относился, что ему никогда не отказывали. Кроме вот единства истории, вот это до сих пор мне не совсем она понятна, хотя там был уже разговор, он когда летел в Монголию, он на самом деле должен был сесть в Сочи. То есть у него должна была быть встреча в Сочи с Путиным. Но некие круги эту встречу сорвали. То есть он мечтал приехать в Россию. И основной ответ, знаете, был какой? В России туфля папы никогда не ступнет. Обычный, как сказать, ответ, можно сказать, культурный, культурологический. В основном, да, это православная общественность. То есть она как бы формируется в виде, что туфля, то есть, ну, к примеру, что нельзя целовать туфля папы не ступнет, грубо говоря, на
на земле Святой Руси. Все знают, что он приехал в Ватикан в тех же туфлях, в которых уехал из Аргентины, и в тех же туфлях его и похоронили. Правильно, да, я говорю? А вот его туфли, мне подаренные. Это папские? Красные, это папские, да. Нет, это не то, что мне подарено. Он никогда не делал ничего просто так. Он был иезуитом. И вот я одеваю эту туфлю папы, выхожу в аэропорту, вот, и хожу по Москве. Никто не может после этого сказать, что туфля папы не ступнула в России. Она была в России и ступнула. Для тех наших зрителей, которые не в курсе, могли бы вы коротко и базово объяснить, в чем разница между староверами и обычными прихожанами Русской Православной Церкви? Староверы – это православные. Вот, это, можно сказать, на мой взгляд, это и являются единственно православными. Потому что русская церковь, как и любое общество, то есть постоянно переформатируется. Да? То есть одно дело – это церковь, допустим, Петра I, другое дело – церковь советского периода, третье – это церковь нынешнего периода. То есть между ними, я бы сказал, даже идеологической связи нет. То есть это совершенно разные концепции, взгляды, ну, в том числе и даже на Бога. Я сейчас пишу докторат на тему «История староверов об антихристе». В Бельгии вы его пишете? Пишу в Бельгии, в Лювенском университете. И, соответственно, мне приходится не просто, как сказать, сталкиваться с какими-то слухами, а изучать документы. И там это видно, что идеология, она... Я просто пытаюсь быть дипломатичным, чтобы никого не обидеть. Сейчас главное быть кратким, чтобы люди не утеряли нить беседы. Да, если говорить про русскую церковь, то есть это институт, который ставит во главе угла государственный интерес. То есть так идеологически она оформлена. Которая считает главу государства наместником Божьим. Совершенно верно. Причем в этом нельзя винить русскую церковь, потому что это традиция византийских времен, где даже на Вселенских соборах председательствовал император. Вот. И даже император в каком-то смысле потом решал, что будет входить в Евангелие и в Библию, а что не будет входить. Справедливости ради, в католической церкви это тоже было, только осталось в том смысле, что Папа Римский, он же и глава Ватикана. То есть государство у них небольшое. Да, раньше церковь католическая, если мы говорим про власть политического папы, ну, буквально до 1870 года, она распространялась на всю центральную Италию, то есть как бы на юге это от Неаполя, на севере почти до Флоренции, до Перуджи. И только с Гарибальди, объединение Италии, то есть как бы папа потерял светскую власть. Но в чем как бы разница, да, папы римского, на тот момент это был папа Пий IX, он должен просто подчиниться и сказать, ну ладно, я буду просто патриархом Италии или там чего, буду почитать вас как власть. Папа сказал, нет, вы еретики, я отлучаю вас от церкви, и я запираюсь в Ватикане. У них не было никаких как бы прав, вот. И они считали себя узниками, их там уничтожили, скажем так, и они пережили всех. Мы уклонились от староверов. Вот, в чем разница между староверами? Вот да? Я к этому веду, да. А староверы, они этот принцип полностью отвергают. С 17 века они провозгласили, сказали, что государство, опять же, любое, да, то есть это антихрист, потому что государство всегда пытается собой подменить Христа. Потому что антихрист это означает анти, значит не против, а вместо. То есть государство себя выдает за Христа. В русской истории, ну, очень, так сказать, иллюстративно это было, допустим, с Петром I. Да, то есть когда реально человек стал во главе церкви. Но с тех времен, то есть эта традиция, она сохраняется. То есть и товарищ Сталин, который возрождал русскую церковь, он тоже как бы был доминирующим фактором. А староверы, они все говорили, нет, нас эта концепция не интересует. И в данном случае они на самом деле, как ни странно, вот у нас любят говорят, что православные больше похожи на мусульман, чем на католиков. Староверы, они на самом деле они ближе намного к католикам. Для них государство не может быть определяющим фактором в том, как тебе верит, как молиться и так далее. Власть должна быть или староверов, или ты всегда не соглашаешься. Но при этом у староверов нет очевидного конфликта с Русской Православной Церковью. Вы знаете, что староверы были самопреследуемая религия в России. Там сжигали, то есть вообще без всяких прав. Они не имели там ни жениться, ни наследство передать, вообще ничего. И у них была стратегия, как сказать, вот определили, государство – это антихрист. Вот самое эффективное – это когда как раз ты просто игноришь. Максимально живешь своей жизнью, не вступаешь ни в какие отношения, живешь своей общиной, живешь
ну просто, да, своими личными или общинными интересами. А русская церковь, она обязательно должна быть под государством. В 1918 году произошло отделение русской церкви от государства. Реально. То есть она сразу на какие-то кусочки распалась, моментально на разные мелкие секты. И только опять понадобилось, чтобы Сталин вернулся, сказал, что нет, вот теперь я ваш император, и тогда началось опять собирание. То есть практика показала, как вне государства, то есть она как-то сразу распродается. Правда ли, что в вашу дружбу с папой Франциском входили не просто дружеские, теплые человеческие отношения, но еще и некоторые деликатные политические поручения? Если они были деликатны или это, я как бы не хотел это обсуждать. Но вы встречались в 23 году с госсекретарем США Блинкеном. Нет, я вот говорю, что пока, тем более, вот сейчас это идет, все эти переговорные процессы. Вы встречались? Ну, то есть, если вы же говорите, я же не отвергаю. И это было поручение папы? Я не хочу сейчас об этом чуть-чуть продолжать, потому что это, ну, чтобы это не вредило никакому процессу. Для истории я когда-то готов об этом рассказать. Да. Сейчас вот на данный момент, в исторический момент, когда сейчас ведутся какие-то попытки наладить диалог, попытки прийти к какому-то соглашению. Но я могу сказать про какие-то идеологемы видения папы, потому что он этого даже в каком-то смысле не скрывал, вот, а какие-то частные поручения. Понятно, что если они были, вот, но, может быть, время чуть позже об этом рассказать. Вот сейчас нынешняя, как ни странно, администрация, она в каком-то смысле продвигает вот идеологемы папы. Почему я говорю, как ни странно? Потому что у папы Франциска у него были очень близкие отношения именно с Байденом. За день до смерти он встречался с представителем Трампа. Но с Трампом у него не сложились, потому что там, ну, прежде всего, там вокруг истории с построением вот этой мексиканской стены, вокруг истории иммиграции. Дело в том, что вся вот эта иммиграция, она католическая в основном, из Мексики, из Латинской Америки, поэтому папа не мог ее, именно иммиграцию не защищать, что шло вразрез с видением Трампа. Вот. А Байден, он на самом деле был его духовным сыном. Но при этом, как ни странно, Байден не следовал вот этим идеологемам и видению папы, а Трамп, как ни странно, то есть он больше идет как раз вот этим заветом папы Франциска. Но я думаю, что может быть из-за того, что Венс католик, из-за того, что Рубио католик. А видение папы Франциска, оно с самого почти начала было, необходимость начала диалогов. Даже вне зависимости, можно ли или нет остановить огонь, но диалог необходим. Вот. И для диалога он предоставлял прежде всего свою территорию. То есть если у людей, как сказать, нет желания там ездить друг к другу или кто-то другой не предлагает территорию, то Ватикан он предлагал такой территорией для переговоров между Украиной и Россией, между Россией и Америкой и так далее. Тоже с Зеленским у него были несколько встреч известных. То есть, в принципе, папа говорил все то же, что сейчас необходимо начинать переговоры, морозить на линии соприкосновения и начинать переговоры. И 8 мне кажется, мая 23 года как раз Зеленский перед так называемым контрнаступом приехал в Ватикан, встреча с папой. И папа ему сказал, что вот твое могущество сейчас, оно вот максимально. Ты там провел кампанию в 22 году, какую-то наступательную. Сейчас у тебя есть оружие. Вот сейчас у тебя максимальное могущество, чтобы начать переговоры, так называемые, с точки зрения силы. В том смысле, что после этого будет только хуже. Вот. На что ему было отвечено, что он лучше знает ситуацию, и он реально считает, что он как бы все это сделает как он в лучшем свете. Ну, получилось так, как в итоге он должен был просто послушать папу, и на самом деле, то есть положение и Украины, ну, и, во-первых, и России было бы лучше, и Украины, меньше было бы смертей, и реально у Украины было бы больше возможностей выйти на какую-то более лучшую для себя переговорную позицию. Это об этом вы с Блинкеном разговаривали? Не, Блинкен лучше меня информированы обо всем. То есть как, зачем с ними? Они и так все знают. А о каких-то намерениях Ватикана вы здесь, в Москве, с политиками говорили? Это, знаете, принцип Иисуса Христа, что я нигде не говорю
тайна. Я все говорю, все услышания, там, в храмах, на площадях. То, что папа думал, не мог говорить, я озвучивал. То есть все вот эти вот мысли, они, в принципе, озвучены. Это не то, что я сейчас что-то новое говорю. И его было видение, да, что нужно просто в процессе переговора можно убедить противоположную сторону к более выгодным условиям для себя намного лучше, чем в процессе военного конфликта. То есть если бы они в 23 году, в мае, начали бы переговоры, то есть информация была у папы, что они бы получили намного больше, чем сейчас. И он настаивал на этом, его не послушали. И я могу только сказать, что на самом деле у руководства, при всей к нему такой немножко скепсису, к папе Франциску очень прислушались. То есть авторитет папы Франциска, он был бы в каком-то смысле больше трамповского. То есть если бы папа Франциск о чем-то попросил... Кого? Включая Путина, то есть или российское руководство. То есть его бы послушались. Он не просто так говорил Зеленскому, то есть начинать переговоры. То есть он считал так, что если начнутся переговоры, он сможет Зеленскому помочь в плане лучших, условий. Наверное, у него были какие-то на то полномочия и гарантии. И он к этому призывал. А у той стороны почему-то было видение, что они смогут больше выбить именно, если продолжат. И поэтому папа, он не только в мае, а потом он и в 24 году говорил о том же. Помните эту историю с белым флагом, когда чуть-чуть переврали? То есть он не говорил о том, что он говорил сдаваться. Он имел в виду начало переговорного процесса. И он же примерно в то же время инициировал общую молитву о русских и украинских матерях. Совершенно верно. То есть несли крест и украинка, и русские. Причем его критиковали внутри Ватикана. То же самое. Ватикан, так, чтобы понять, это было достаточно проукраинская ментальность. Так это Россия напала на Украину или наоборот? Нет, когда критикуешь в Ватикане, там не было такого, что мы поддерживаем Россию. Было бы странно. А многие почему-то считают. Папа, он не был ни пророссийский, ни проукраинский. Он реально хотел остановить этот конфликт. Реально считал, что он понимает, почему этот конфликт состоялся. Почему? Как ни странно, то есть он считал, что конфликт состоялся из-за того, что Россия пыталась войти в западный мир, и ее не хотели пустить. И он считал, что конфликт этот можно решить, если Европейский Союз бы сказал, входит в Европейский Союз и Украина, и Россия, все были бы счастливы. И что этот конфликт, он происходит из-за того, что какую-то часть берут в Европу, а какой-то говорят, а вы не приглашенные. И он считал, что это легко решить, если просто как-то начать с Россией делать такие же реверансы, как и в сторону Украины. Вы согласны? Я считаю, что это 22-й год не исключено. А на 14-й? На 14-й, наверное, даже больше. Идея была в том, что, опять же, я так смотрю оцениваю какие-то исторические истории, да, попытка всячески этот газовый трубопровод наладить. Вся Россия обезгазена до сих пор. Почему-то нам важно именно продавать туда. То есть такое впечатление было, что ты моя единственная невеста. То есть, не было этого вектора. Сейчас говорят, мы будем с Индией общаться, с Китаем, а кто вам мешал до этого общаться с Индией и Китаем? Была зацикленность именно на Европе, что Европа наша единственная невеста. И в каком-то смысле, то есть эта невеста или муж себя чувствует отвергнутыми. А наш бывший маленький собрат, его приглашают, у нас нет. Сейчас, конечно, я считаю, что это время в каком-то смысле упущено. Началась как раз многовекторность, и ты даже если захочешь куда-то интегрироваться, уже твои новые партнеры, они тебе не позволят. Трамп может предложить что-то такое похожее. Скажет он сейчас, допустим, Путину, давай построим здесь мост между Аляской и Дальним Востоком, или газовую трубу здесь проведем. Наверное, что-то это поменяет. А вас из России в Ватикан просили какие-то сообщения передавать? Если говорить о каких-то государственных кругах, да. Я думаю, нет. А как вы считаете, в государственных кругах России верующие люди есть? Опять же, верующие, все мы верующие. Вопрос во что? Вы понимаете, о чем я спрашиваю?
Политика и религия – это на самом деле вещи очень похожи, потому что в политике должна быть вера, потому что такое вообще власть? Кто-то кому-то приказывает, и кто-то другой выполняет. Да? Это же абстракция, то есть должна быть какая-то у вас в голове вера, что вы должны что-то исполнять. Да? Это, Нет, вера должна быть как ограничитель того, чего нельзя делать. Нельзя убивать, нельзя красть. Почему нельзя? Потому что кто-то кому-то прикажет, что вас посадили в тюрьму, и тот, кому прикажет, должен в это поверить. Поверите? Я спросила, верующие ли люди, да? Нет, политика вообще – это область веры, да? То есть это область, как ни странно, каких-то мифологем, каких-то идеологем. Поэтому, как ни странно, но я считаю, что именно политики, они являются, возможно, единственно верующими. Потому что иначе все это выстроить какими-то другими механизмами – это невозможно. Один чиновник должен подчиняться другому, потому что он верит, что у того почему-то есть власть над ним. Мне кажется, и товарищ Сталин был верующим. Другое дело, во что? Вы говорите, христиане. Другое дело, в какого Христа. Я к чему это веду? Что это, опять же, рождается... Вы меня хотите в популярный диспут про Антихриста вовлечь? Именно, да, я об этом говорю. Как вы можете быть уверены, что, веря в Христа, вы не верите в Антихриста? Какая у вас уверенность, что, молясь Христу или молясь на икону Христа, вы на самом деле не молитесь Антихристу? Или прославляя государя своего? К примеру, да. Отвечая на ваш вопрос, то есть я думаю, что в основном политики – это религиозные люди, потому что иначе там невозможно выстроить связи. Другое дело – во что. И третье дело, что даже если ты считаешь, что ты христианин, даже если ты считаешь, что ты молишься Христу, как ты можешь быть уверен, что ты молишься Христу, а не Антихристу? 25 марта 2022 года Папа Франциск посвятил молитву непорочному сердцу Марии России и Украине. И его очень много критиковали за то, что это было самое начало острой фазы войны. Россия начала то, что она называла специальной военной операцией 24 февраля. Не прошло даже месяца. Но папа посвящает свою молитву и России, и Украине. Я так понимаю, что с вами обсуждалась эта история. У него была мега критика внутри Ватикана. Вообще вся история посвящения Божьей Матери, она имеет очень долгую историю, то есть столетнюю. Знаете, да, это история про пророчество Фатимской Божьей Матери. Это в 1917 году, накануне Октябрьской революции, 13 мая 1917 года, вот там 3 или 4 пастушка, то есть им явилась Божья Матерь и начала рассказывать судьбы мира и 4 секрета. И вот один из секретов был, что Россия падет, Россия будет атеистическим государством, то есть очень много Россия породит зла. Но когда папа посвятит Россию Божьей Матери, вот, Россия должна обратиться и на самом деле станет на путь добра. И в истории там были какие-то попытки, даже Пия XII, там, Иоанна Павла II, но они не посвящали Россию, просто говорили в общем, что посвятить человечество. А в данном случае, то есть Папа Франциск сказал, что нет, я должен сделать все, что от меня зависит. Вот, даже если какие-то есть мистические знаки, я их должен исполнить, чтобы потом не сказали, что я что-то не сделал для мира. И вот эта вот у него идея заключалась в том, чтобы выполнить вот этот завет и посмотреть, что из этого будет или получится. А то, что ничего не получилось, что значит? Bожья Матерь пообещала, что посвятив, Россия обратится и должен прийти мир. Не обратилась и не пришел. Ну, есть разные толкования. Она же не сказала, что на следующий день. В том же году, в 22-м, по-моему, он поехал как раз в Фатиму, в Португалию. И ему дали речь выступления. То есть и накануне он как бы речь одобрил. И ту, что ему дали в руки, она полностью не соответствовала тому, что было перед этим. Вот. И он как бы так ее отбросил и начал своими словами. То есть я к тому, что вот это вот его миролюбие, его идеология, она реально исходила от него. То есть это нельзя сказать, что это было как-то институционально все продумано или как-то. Это вот он реально в это верил. И он реально даже внутри Ватикана, он себя вот вел как пророком. Да? Он как верил реально в какую-то даже преображение Ватикана. Ну, он начал, в принципе, реформы Ватикана, но он вообще считал, что Ватикан он должен стать такой общей для всего человечества переговорной площадкой. Почему он поселился в гостинице, да, почему он в дворец не переехал. Вот в этом как бы весь смысл папы. Да? То есть он тем самым показал кардиналам, ну и вообще какому-то окружению, что у него всегда будет доступ к информации, что его нельзя обмануть, хотя это все равно закрытая территория, то есть режимная, так сказать, режимный объект, но появляются люди типа нас.
То есть и у него может быть доступ к первой информации. Он руководствовался мнением, допустим, о России или там, в том числе о конфликте не только на основании каких-то там, я не знаю, выдержек или на основании его ближнего круга, но у него были какие-то тайные связи или тайные информаторы, которые ему могли... Причем не только в России, это были и на Украине, это были по всему миру. Да? То есть как бы люди, с которыми он общался вот на таких, на неформальных уровнях. Вот, и в данном случае, да, он советовался, он спрашивал, и понятно, что я ему, да, советовал. Вот, то есть посвятить Россию Божьей Матери, но это, в принципе, не только для русских хорошо, да, то есть это их, в каком-то смысле, доктрина католической церкви, ну, тех, кто верит в обет Фатимской Божьей Матери. Но то, что он посвятил и Украину, этот вопрос тоже, да, что он имел в виду. Я не знаю, что он имел в виду. Какая-то мысль есть с его стороны. Он очень всем интересовался, он вот даже и Крымом интересовался. Почему? Там же два папы, знаете, да, там два папы погибло, похоронены были. Папа Климент Римский и папа Мартин. И, соответственно, для него Крым тоже это место, ну, немного мест вообще в мире, где папы были похоронены. А Мартин, у него вообще было любимое имя Мартин. У нас был такой проект, мы сделали в 23-м году вместе с парком «Дальневосточные леопарды», потому что папа у него вот эта вот повестка экологическая, он много сделал, написал всяких энциклик, посвященных экологии. И решили, чтобы он назвал леопарда, и он дал это имя, ему имя Мартин Фьерро. Мартин Фьерро – это название аргентинской поэмы, то есть вот любимая его поэма Мартин Фьерро. Есть сертификат, подписанный, кстати, Сергеем Ивановым. Он возглавляет туристическую, экологическую историю, что вот папа является хранителем дальневосточного леопарда, там какого-то L-232. Ваша биография похожа на приключенческий роман. А в 99-м году вы оказываетесь в Риме, где начинаете учиться политической философии в Григорианском университете. Это фантастика. Но что было до этого? Все очень как бы банально. Вот. Учился я сперва в Ростове-на-Дону в 19-й школе. Вот. В 17 лет окончил и сказал, что я хочу быть старообрядческим батюшкой. Но так как нету учебных заведений у староверов, пойду-ка я учиться в православную семинарию. Вот я поступил в семинарию московскую, это в Сергиевом Посаде, отучился там 4 года. Вся дисциплина такая больше была армейская, но интеллектуально меня удовлетворяла. С митрополитом Иларионом вы там познакомились? С митрополитом Иларионом я познакомился в семинарии. Вот. А туда меня отправлял учиться митрополит Кирилл, который сейчас патриарх. Неплохо. А как вы с ним познакомились? Будучи главой отдела внешних церковных связей, он курировал в том числе и староверов. То есть староверы не могли напрямую поступить в учебное заведение русской церкви, не обратившись вот в департамент отдела внешних церковных связей. Я был первым старовером, кто пошел учиться в семинарию. Митрополит Кирилл посмотрел, сказал, хорошая идея, и отправил меня в семинарию. После семинарии вы оказываетесь в Риме. Как вы туда попадаете? Да, в этот момент, то есть это становилось модно самых там перспективных семинаристов отправлять учиться. И причем была мода на Англию. Вот, там же учился отец Иларион, в тот момент, он еще иеромонахом. И я когда заканчивал семинарию, с митрополитом Кириллом общался, и он говорит, какие у тебя планы на будущее? Я говорю, я бы хотел продолжить учиться за границей. Вот. Он мне на это говорит, типа, в Оксфорде. Вот. Я говорю, нет, в Риме. А в Риме это было вообще плохо. Старичок Оксфорд, это как там какой-то был православный профессор, который с русскими студентами занимался, то в Риме-то вообще в логово. Вот я был первый, кто в Рим поехал православных учиться. Так. Да. И вот митрополит Кирилл так подумал и говорит, ну, Рим так Рим, хороший выбор. Слушайте, неужели это было так просто в 99-м году? Нет, в Рим так было, Рим, пожалуйста, езжай. Нет, ну это как бы я так говорю, так со мной случилось. Ну, грубо говоря, я не знаю, это же можно просто не просто, это в плане статистики, сколько училось. Нисколько. Ну, не знаю, может, я понравился, может быть, был умный. Ну и в итоге они тогда ссорились с Ватиканом. Это момент как раз, когда Ватикан отправил первых епископов сюда, при папе Иоанне Павле II
в Россию. Соответственно, нельзя было, так сказать, по официальной линии. И вот нашли тогда мне стипендию, такой монастырь на севере Италии, Бозы. Я жил 7 месяцев в этом монастыре. Работал там в керамике каких-то там делал, уже не помню, каких-то голубей, какие-то чашки утром. А днем учил итальянский язык. Почему вы не я? Почему? Я бы очень хотела такой жизнью пожить. Когда вот я там жил, как-то казалось мега скучно. Сейчас я то же самое. Сейчас я возвращаюсь, то есть же учась уже в Бельгии, то есть можно в квартире, я решил, нет, пойду-ка я жить в монастырь. И сейчас живу вместе с августинянцами. И так прекрасно, думаешь, что тебе не нравилось 20 лет назад? Почему монахом не стал? Люди, которые подозревают вас западного шпиона, говорят, что примерно вот тогда, в 99-2000 году, вы завели свои связи с Ватиканом. Так ли это? Это была, кстати, моя первая поездка за границу. 2 марта 1999 года я прилетел в Милан, из Милана в этот Бозы. Вот, учился там 6 месяцев. За 6 месяцев выучил язык так, чтобы смог поступить в университет. А Григорианский университет – это, то есть, лучший университет католичества в плане как раз именно для вот клерков, если хочешь быть папой римским или кардиналом, то уже идти именно в Григорианский университет. Там учась, то есть ты как бы знакомишься. С кем из тех, кто сейчас стал влиятельными фигурами в католической церкви, вы учились вместе? Дело в том, что в католичестве, в отличие от нас, у них карьеру ты начинаешь делать реально после 50. Соответственно, кто вот прям со мной учился, то есть они еще молодые. С кем я познакомился, учась, вот несколько кардиналов. А Григорианский университет, он как бы является иезуитским, вот, поэтому с орденом иезуитов то же самое. Но опять же, это в плане знакомства, так. Что ты с этим знакомством делаешь обычно? Что? Где-то в светских вузах там не то что пропиваешь, но в том смысле, что просто общаешься, да, ну а здесь обмениваешься открыточками. Чем учеба помогает, она дает доверие, да, вот меня то же самое спрашивают, к примеру. Вот я учился потом в Америке. Это мы сейчас к этому перейдем. Да, и просто к тому, что вот у меня не было никогда отказов, допустим, американских виз. Почему? Потому что ты подаешь визу, а в основном работники Госдепартамента, выпускники Джорджтауна. Как вы оказались в Джорджтауне? Это следующее ваше место учебы? Вот это тоже может быть философия моей жизни. Может быть, она как раз идет вот от отца, от староверов. То есть у меня нету каких-то поставленных обязательно выполнимых планов. Вот. Есть просто направление. И так вся жизнь. Учась Григорианами, да? То есть сидя в библиотеке. Вот. Я увидел профессора, которого я до этого видел в церкви. Я подошел и говорю, отец вот, там все, в принципе, отцы, фазы Денис, вот это Илья Леонид, я вас там видел, я вот здесь учусь, а правда, пошли выпьем это кофе, в университетском кофемании, вот, кофе, и разговорились, какие у тебя планы, а он из университета Джорджтауна. Вот. И говорит, если есть интерес, я могу тебе выбить стипендию по обмену на полгода, на семестр. Пожалуйста, пригласили меня в Джорджтаун. Закончил семестр. Наверное, тоже хорошо, что мне предложили продолжить образование там и перевестись на магистерку. И что значит перевестись? Тебе же нужны где-то еще деньги, потому что джорджтаунское образование – это не григорианское в плане денег, да? Позвонил фонду, вот, был знаком Брэдли фонд. А его вы откуда знали? До этого они как бы в Григорианами там участвовали в какой-то конференции. Обмен. Это не визитки просто, даже сотовых еще не было. 2001 год. Вот. И позвонил и говорю, вот я есть возможность, пусть профессор напишет. Как раз этот профессор, там, отец Денис написал в этот фонд, они выделили стипендию. Вот, я закончил. Помимо этого, я там еще работал. Я был этим капелланом в университете. В тот момент в Америке, в Джорджтауне, вы уже не хотите быть старообрядческим батюшкой? Нет, батюшкой, наверное, уже нет. С кем нужно батюшке общаться, да, какие проблемы решать. То есть меня это уже мало интересовало. Я как-то решил больше заняться какой-то такой общественной деятельностью. После американского образования у вас еще образование Оксфордского университета Брукс. Да. То есть вы без заезда в Россию едете получать еще одно западное образование? Нет, это у меня было уже другое. У меня было там executive MBA. То есть я уже в России.
Я уже в России, да, это 2004 год, то есть мы тогда открыли с моим французским партнером, он был другом Берлускони. Мы открыли здесь пиар-компанию, вот, называлась Stratton Yost, и 10 занимались таким пиаром, вот, а потом произошла девальвация, вот, началась история с Донбассом, девальвация рубля, стало все как-то невыгодно, и мы закрыли этот проект. чего пиарили? Мы пиарили... Среди ваших клиентов был, по-моему, Росатом. Ну, в том числе, да. Где-то у нас с Росатомом отношения были до 2013 года. То есть там были, допустим, к примеру, аэропорт Домодедово, был там S7, там даже были какие-то общественные организации. В том числе госкомпании. Да, мы чуть-чуть работали на «Газпром», вот, на «Росатом». В этот же момент вы начинаете сотрудничество с митрополитом Иларионом. Он как раз в 2003 году уехал сперва в Англию, там у него в Англии что-то не получилось, переехал в Вену. Вот. И потом, когда избрали патриарха Кирилла, он сюда вернулся, его назначили главой отдела внешних церковных связей, и он попросил, чтобы я ему помогал в финансовых делах. В финансовых делах церкви или в финансовых его личных делах? Отдела внешних связей. И вот открыл фонд Григория Богослова, который занимался в том числе и какими-то проектами, в том числе вместе с Ватиканом. Соответственно, это у меня было до 2019 года. Вот. А в 2019 году я уже решил как-то сам по себе. И вы создали организацию староверов мира. Вот лично моя идея, то есть как бы вот к чему реально всегда душа лежала. До этого все-таки это был больше такой бизнес-проект. А здесь вот именно вот занимаюсь тем, к чему душа лежит. А как вы оказались, еще будучи студенткой консерватории, солисткой Большого театра? На 3-м курсе я уже поступила в молодежную оперную программу Большого театра. Меня сразу взяли. Сказали, что стены так не сотрясались давно уже в этом театре. А Большой театр, он требует больших голосов, потому что акустика очень сложная. И я так рада тоже, что я начала... правда, что в Большом театре одна из самых плохих акустик вот, в классическом мире? Я очень рада, потому что когда ты начинаешь с самого вот сложного, и ты потом летишь по миру, поешь, тебе все как... Вай пенсьера, аля, просто. Там другие все вот приезжают куда-нибудь, там, театру радио. Ой, как тут сухо, как я сейчас петь буду. Нормально, просто прекрасно. Вы что, там начинали? Да, я пела «Чародейку в чародейке», «Купавушку», «Римский Корсаков», «Снегурочка», да. «Фатаморгана», «Любовь к 3 апельсинам», огромное количество концертов, немецкой музыки. Нет, начинали вы с Тоски, то есть вы начали с того, что потом сделает вас знаменитой. Да. Сложное начало карьеры получилось, потому что это были не премьеры, это были старые постановки. Когда старые постановки, расскажу такой секрет, который был в Большом театре, я не знаю, как именно на сегодняшний день. На тот момент нам просто давали видеокассету, говорили, посмотришь и разберешься. То есть не то, что вот как идет постановка, с тобой репетируют, тебя вводят в постановку, все. Ты еще и сам должен проделать работу режиссера, мизансценическую. Ну, это просто неописуемо словами. Плюс мы жили, нам давали Дом Большого театра по несколько человек в блоках. То есть не было возможности, там, кто-то поздно пришел, кто-то привел друзей, толпу. Голос, он требует восстановления, чтобы ты озвучил этот Большой театр без микрофонов, без подзвучки, покрыл зал хотя бы накануне обязательно. По всему миру дают день тишины. То есть ты молчишь просто? Да. И если ты, примадонна на таких партиях, как Тоска, в Тоске, там, Турандот, Манон, Баттерфляй, ты молчишь, да. И если ты поешь какой-то там пук, конечно, маленькую партию, ты можешь жить человеческой жизнью. А тут толпа людей, у тебя нет даже комнатушки, где приткнуться, и репетиции нет, ничего нет, и тебя выкидывают, это как вот в самом страшном сне, вот тренер по плаванию, я не знаю, самый жесткий, который только может быть на свете, посреди океана, среди акул и самых жгучих медуз, и говорит, выплывешь, нет. И это и психологически. А на моих глазах огромное количество представителей мужского пола слетали. Женщины сильные,
А ребята именно, многие не выдерживали и так и не начав карьеру ее закончили, будучи обладателями потрясающих голосов. А почему? Психологически не выдержали такого начала карьеры, как бы тяжело очень. Ты тоска в тоске, и ты должна выйти 3-часовой спектакль без репетиции, без всего, отпахать без опыта, вообще не зная оркестра, 363 страницы текста итальянского наизусть. Ну, это колоссальный объем. И психологически, и физически, и вокально, и технически очень сложно. Насколько важной частью в последние 3 года ваших взаимоотношений было то, что идет война России с Украиной, но при этом, имея все возможности уехать из России, вы, я так понимаю, считаете своим домом Россию и намеренно здесь остаетесь. Вы работаете в Казанском театре, даете концерты в России, одновременно с этим даете концерты какие-то последствия есть. В Европе. У нас у Светланы есть 100%, папа это знал, и у Светланы есть 100% последствия от связи с папой Франциском, причем не только здесь, а и в Европе, да, но и здесь мне напрямую говорили, но это как бы и плюс, и минус, да, вы знаете, как опера, она сейчас международная, она... Ну, ни у кого из вас я не нашла высказываний впрямую не осуждающих, не поддерживающих войну. Назовем это так. Я просто вот пытаюсь сказать, что последствия в чем заключались. Я вернусь к этому. Мы когда как раз только познакомились с папой, вот первую фотку, да, сделали, и Света поставила себе не просто в аватарку, а как называется, в Фейсбуке, вот это в таком... Обложка. В обложку, точно, да. Для многих, да, и для многих это красный знак, то есть ее сразу же, то есть у нее проблемы вот в Большом театре, ее не любят из-за связи с папой, не любили. При том, что она лучшая тоска в мире, в Большом театре она не поет. Скажу вам почему. То есть это последствия, прямого последствия, и мы это знаем, да, прямого последствия, что она как бы... Но вы бы хотели в Большом театре спеть? Нет, я так скажу. Я хочу везде петь, потому что моя публика, моя аудитория ждет мою музыку. И для меня нет того, что, допустим, я хочу петь в оперном театре, я не знаю, Аргентины, а не хочу в Большом. За границей тоже есть последствия. Оперная публика, чтобы понимать, да, это достаточно либеральная публика. То есть это не католики, там, не мега, как сказать, религиозные люди. А для них связь с папой, это наоборот, типа, ты вот там... монашка, типа, а у нас оперы про то, что там тебе нужно там раздеться или там где-то станцевать, что-то там. Вот. И этим как бы связь с папой является фильтром, да, и отпугивает как раз либеральных постановщиков. Наоборот, ее не пригласят. Смотрите, вы говорите о том, как папа повлиял на карьеру Светы, а я говорю про то, не смущали ли папу Франциска ваши взгляды и то, что вы находитесь в России. На сегодняний день это тоже является большой проблемой. Да, мы для него, вот как раз это, наверное, скорее всего, он и ценил, потому что он видел в нас, как сказать, вот аутентичность, что мы не подвержены вот какой-то, не знаю, то есть моде, мы тоже не являемся легко описуемыми, да, то есть мы могли мигрировать, а можем и не мигрировать. То есть я думаю, что, скорее всего, он в данном случае, ну, Светлану точно, и со мной тоже вот любил как бы и общаться, то есть он видел вот этот, как сказать, тоже характер, похож на него. Он же тоже, вы знаете, да, его биографию, что он ниоткуда не сбежал и остался, его очень многие обвиняли. Не знаете, да, это? В Аргентине во время хунты, знаете, да? конечно. Да, смысл в том, вы должны ответить. То есть вы сбегаете, почему? Вы остаетесь, почему? Вот, то есть вы просто должны уметь ответить на вопрос. Ну, разные глаголы: есть, сбегаете или уезжаете, ну, пример, да, из чувства протеста. Зачем? То есть вы должны на этот вопрос ответить, да? Почему? А что в итоге? Поэтому человек остается, тоже должен себе ответить на эти вопросы. Я же об этом говорю, совершенно верно. Я не знаю, можно говорить или нет тоже такие вещи, но он неоднократно при нас говорил, как он любит Россию. Я помню, как ты подарил картину ему, где была изображена наша русская зимушка-зима, и вот он с такой тоской, говорит, я надеюсь, что я и зимой приеду, и сам смогу увидеть эту красоту искренне на самом деле. У нас даже был такой этот проект, я думаю, что если бы он был помоложе, мы бы его сделали. То есть у него же был аргентинский паспорт и имя Берголья. И Аргентина, она безвизовая страна, вот, с Россией. И если бы он был помоложе, он бы так приехал нас на месте. А думаете, он бы поехал, имея в виду за его войны? года. То есть мы его приглашали в 2019 году. И он горел. И это искренне, это было прям... Ну, ты чувствуешь, когда человек говорит по-настоящему. Я считаю, что это огромное упущение, то, что его не пустили. Какая его любовь у него к Достоевскому, ну, вообще просто... Не, вот как ни странно, да. Но я бы вам объяснил, почему, да.
Ну, грубо говоря, выбирая, где провести отпуск, вы бы поехали на Мальдивы или вы бы поехали там, на Тибет по горам лазить? Ну, я бы туда не поехала. Ну, понимаете, да, о чем я? То есть его интересовали как раз преодоление проблематичные места. Уже поэтому он там джунглями очень увлекался много. То есть Бразилии, там всякие... Он из Мачу-Пикчу привозил этих истуканчиков, Пачамамы, там их в Ватикане ставил. Я к тому говорю, что это не только про Россию. Понимаете, да? Это было общее его как бы тенденция. Потому что если вы посмотрите его даже маршрут, какой его интересовал, куда больше лететь. Допустим, во Францию не Париж, а Марсель. А в Париж сказал, нет, Париж меня не интересует, типа слишком это банально, я не поехал. Какая-то Монголия, сколько там в Монголии католиков, там, по-моему, 5000 человек, да. В Риме его обвиняли, то есть там считали, что он такого тоталитарного взгляда, что вот он там все должно быть по его, такой очень строгий. Я помню, люди, помнишь, попали в Санта-Марту, тоже там как 3 человека, там чуть ли не со слезами на глазах. Они днями, ночами ждали. Это вот, вот мы были, да, его оттолкнул. И он достаточно Я сказал, нет, жестко. не подходите. Я увидела другого папу римского, которого я вообще не представляла. Столько граней в человеке было. Да, вот я тоже, видел, что он мог очень достаточно, ну не то, что грубо, а очень... Если с нами иногда он был как родитель такой, там пошутит, где-то подколет, даже где-то вот там даже за ухо. Я даже до самого начала... Вы правильно говорите, Светлана ему что-то напоминала, но он же со мной же тоже. Ну я чувствовала такое какое-то родительское. То есть там не было такого, знаете, что вот он со Светланой там общается, а я маленький муженек рядом, так же? Нет, даже наоборот, с тобой. Вот я сейчас такие вещи услышала, которые... Ну я там отходила, я вне политики, я не вообще была, есть и, наверное, буду. Нет, Света, поэтому я вот то, что вы сейчас говорили, я впервые слышала. Я про музыку, мы разговаривали до бесконечности о музыке Джузеппе Верди, Пуччини, моих партиях, постановках, которые прошли, предстоят мне исполнить, и что меня ждет там, и говорит, тут ты такая милая, там ты такая кровожадная. Полномасштабное вторжение не только разрушило жизни огромного количества людей, но еще и разрушило карьеры довольно большого количества артистов, в том числе в мире классической музыки. И люди... Я тоже потеряла много контрактов, на самом деле. Вы тоже потеряли много контрактов, но, тем не менее, вы одна из немногих, кто не стал выбирать, работать ли ему в России или работать ему на Западе. Огромное количество моих коллег, они переехали туда и, конечно, упростили себе жизнь, да, потому что если ты там, то ты сел, я не знаю, где-то там на поезд, и ты уже из Франкфурта добрался до Берлина, спел спектакль из Берлина, сел на поезд, и ты поешь в Голландии, и никаких сложностей ни с визой, ни с перелетами, ни с пересадками. Когда вот всю осень я ночами стояла на взлетной полосе, не могла взлететь, потому что самолеты, рейсы отменялись, и у меня гастроли. Вы не сделали заявление, и вы не стали выбирать. Давайте постепенно. Почему? И то, и другое. Потому что я музыкант. Должен ли артист иметь политическую позицию? Я, вот как моя главная героиня по жизни Флория Тоска, исполняющая ее главную арию «Виси Дарте», «Виси да Морте», живя искусством, живя любовью. Но, тем не менее, Тоска жертвует своей жизнью ради своего возлюбленного, в том числе и по политическим мотивам. Ну, она была полна любви, страсти, ревности и своих женских эмоций, но ни в коем случае не политических каких-то... Не разделяла она его политические убеждения? И она горела просто, если прочитать все либретто, она горела, где он, какую секунду, какая юбка там шелестит рядом с ним. Там, если я нашла книгу Виктория Сарду, по первоисточнику которого это же было написано на реальных событиях, это произведение. Флория Тоска такая настоящая, горячая, оперная примадонна, дива, женщина, полная этих эмоций, а не каких-то там политических, продуманных. Если бы так было, она бы не прокололась бы. Вы так думаете? Не думаю, а знаю. Все это изучала. Не только ее роль, я изучала и роль барона Скарпия. И я спела миллион постановок Тоски по всему миру. Просто я, правда, лучшая Тоска в мире. Я понимаю. Просто мне всегда казалось, что она... Нет, она не про политику. Это очень много про политику. Не опера, да. И она сама, она не может быть пассивной по отношению к несправедливости. Вот он, Виктория, Виктория, он все, победу нам, свободу нам, она все, молчи, какая свобода, все, давай свалим отсюда, будем с тобой.
заниматься любовью 24/7 и все подальше от этого ада. Все, вот прочитать ее либретто, ее ход мыслей и что происходит у других персонажей. Нет. Хорошо, можно ли заниматься любовью 24/7 и уехать подальше от этого ада, закрыть глаза и не видеть, что происходит в мире? Если ты полна жизни, как Флория Тоска, в которой столько красок, столько жизни, столько эмоций, то да. Ну, однажды все равно политика, война и несправедливость придет к тебе тогда. Придет к тебе. И Ты вот столкнешься и вынуждена будешь как-то действовать. Вынуждена. Почему вы не выбрали там или тут вам оставаться оперной дивой? Вот мы сидим в России, но у вас осенью... Потому что у меня горячо любимая публика и там, которая желает меня слушать. Солд-аут на все мои выступления. Все просто, вот полный солд-аут. И в Англии я пела, и в Deutsche Oper сейчас пела. Просто вот даже своих никого не могу провести, даже ни одного человека. И, слава тебе, Господи, и успех грандиозный. И это моя душа, и там мое сердце, и здесь мое сердце, по всему миру моя публика. И даже вот я там могу поехать в какой-то и театр класса А, и театр класса Б, и маленький театр, и большой театр. И везде моя публика, моя аудитория ждет мою музыку. И вот для меня это вот, ну, я не знаю, целая жизнь. А если на фронт предложат поехать? Не предлагали. Здесь от вас требовали заявлений каких-то? Нет. А здесь я только вот в Казани пела. Сейчас все, больше нигде. В Калининграде сейчас будете петь? В Калининграде буду петь. Будет концерт, который мы должны были исполнить по Пермскому «Аве Марии» с органом. Ну, если над вами повесит какой-нибудь провоенный лозунг, вы будете петь? Я не думала об этом. Я настолько о музыке, что вот у меня даже мыслей таких не было. Я даже не знаю, что ответить, потому что я за музыку, я за любовь. Во мне столько этой любви, если вот можно было бы повесить какие-то датчики и измерить ее, они бы зашкаливали. Но у вас премьера «Тоски». 28 сентября будет. Нет, у вас была в 22-м году, в феврале как раз. У вас где-то была премьера «Тоски». В Италии была. В Италии. Грандиозная была премьера Хуго де Анне. Лучшая просто. Там только открывался занавес, там даже декорации были на миллион, там зал вставал. Я могу показать фотографии. До начала вторжения или после? После. Что было в зале? Меня везде потрясающе принимают. Знаешь, что я русская даже. И я вот так вот говорю, я не буду читать критику. А там вау, там феномен Кассиан потрясающий. И сейчас даже вот я вот в Германии пела. Мы заходим с ним на вокзал, а там вся пресса везде, я на обложках, везде мои, причем такое злобное лицо, в нем была героиня, супер стервозная личность. Леонид говорит, 13 лет с тобой в браке живу, даже не представлял, что в тебе есть такое, вот такого масштаба. И, ну, роль есть роль. И везде вот это вот ужасающее лицо Кассиан. И на всех обложках, я не буду, говорю, даже переводить на немецком языке. А он так сразу же можно подвести телефон, да? Да. И переводчиком. А там просто фантастиш, феномен, супер, лучшее в мире. Это поразительно, это рождение звезды. И вот русиш, сопраниш, русская сопрано. Вы себя чувствуете наследницей русской культуры, проводником русской культуры в мире? Или вы сами за себя? Конечно, русская. Я закончила Московскую государственную консерваторию. Я закончила молодежную программу Большого театра. Я получила лучшее мировое оперное образование в России. Я закончила Московскую государственную консерваторию, бюджетное отделение на бесплатное отделение. Получала стипендию еще с красным дипломом. Я параллельно уже и в молодежной программе Большого театра тоже обучалась, стажировалась, росла и также получала повышенную стипендию за то, что меня еще государство бесплатно шикарно обучало, давало мне самое лучшее образование, нанимала лучших педагогов всего мира. Ну как я могу быть не русиш, сопраниш? А ответственность за то, что делает Россия в мире, вы чувствуете? Я вообще вот про политику, я вообще даже вот... Я говорю, вот мое содержимое, повесить на меня датчики, любовь, музыка, сострадание, которые зашкаливают. Все. Вы считаете, что артист так и должен быть? Я за себя говорю. Мое вообще нутро – это любовь и музыка. И не хочу по-другому. Музыка, любовь, музыка. Виси дарты, виси даморы. Вот просто правильно, наверное, по всему миру. И на конкурсах победила, и все режиссеры мира Тоска. Потому что, ну вот прям вот, ну, как-то так попало все. И они говорят, и во внешнему описанию, и вокальному, и техническому, и тембральному, и эмоциональному. Режиссеры, я вот иногда приезжаешь на постановку к супер именитому режиссеру, проходит репетиция, и говорю, маэстро, вы мне не сказали ни одного слова. А он говорит, а потому что ты все правильно делаешь. Ты ничего не делаешь, ты будь, говорит, собой просто. Вот ты и есть, говорит, Флория Тоска, говорит. А ты иногда не знаешь, думаешь, сейчас вот он, наверное, молчит, потому что, наверное, все плохо просто. Вот, ну, уже не знаю, столько замечаний.
А он говорит, а ты вот так и будь, вот просто вот. Потому что в некоторых ролях, например, вот помню, я очень всей душой стремилась в постановку Чернякова, Евгения Онегина, Татьяна. Светочка дорогая, ну какая же вы, Татьяна, русская душой. Посмотрите на себя, темперамент, огонь, голос, яркость. Он видит Татьяну блеклую, такую серенькую девочку. Совершенно, вот прям вот его видение, он мне это внушил, что Татьяна только такая, может быть, и никак не иначе. И не взял? Нет. Обиделись? Тогда да, сейчас я понимаю, что он абсолютно прав. Я даже не чувствую себя Татьяной. Я Тоска. Мне рассказывали люди, которые были свидетельствами вашего знакомства. Как вы познакомились? Это была какая-то закулисная экскурсия по Большому театру. Закрытый концерт. А потом была закрытая экскурсия. Пригласили нас после концерта, как бы приветствие такое. Как раз приехала из Китая. Так. И на волне этой победы. Лучший голос мира, там все премии. Я сидел, мне до этого опера вообще А это 12-й год никак. был, когда Да, все меня она после никак конкурса. вообще ни с каких боков не заходила. То есть мне тогда нравился 50 Cent, мне нравился рэп, я этим увлекался. Эминем, Продиджи, да? Да, я вот сидел сзади, так сказать, на самом заду, возможно, с вашими знакомыми, и говорю, я женюсь. Вот, А я говорю, пела как раз ком «Чу-чу-сан», жениться? Я говорю, на ней. Пучини. То есть на Светлану я видел, но метров, Видимо, не это знаю, сила музыки, я не знаю, 40 слышала. от меня, да. То есть мне Красиво. ее голос как-то мега зашел, да, и какой-то внешний образ такой, который меня потом, я думаю, что у меня нет близких отношений с матерью. Наверное, все это мне маму напомнило, потому что я к ней подошел и говорю первым делом, говорю, Светлана, вы мою маму мне напоминаете. И мы поженимся. Да, ну, что-то такое, да, что, ну, типа, что у меня поэтому серьезный... А вы не послали его сразу? Вот у него, да, и вот друг, там он подошел и к Светлане говорит, Светлана, он как выглядит как придурок, но он не придурок, на самом деле он нормальный, поэтому не обращай внимания. Вот. И потом я через 3 дня сделал ей предложение. На второй день ты На принес второй же кольцо. Я почему запомнила? Потому что Леонид пришел к Большому театру такой в красивом костюме и ждал меня возле атриума, вот где служебный вход, мы все выходим. А у нас девчонки все такие вот Еще пел красавицы. Ой, там какой-то красивый парень кого-то ждет, надо выйти, еще раз выйти, посмотреть. Нет, он прав, ты абсолютно прав. На второй день нет, мы не виделись, потому что я пела «Любовь трем апельсинам» Прокофьева в Большом театре. Он пришел, принес мне цветы и говорит, я вас не узнал на сцене, но цветы вам передал. Потому что у меня такой грим был, что меня мама родная не узнала, Фата Моргана. У меня всегда такие либо роковые роли таких персонажей всю жизнь. И он говорит, не узнал, конечно, вообще, где там была Светлана Касьян, но цветы мне передали. Ну, соответственно, в день спектакля я уже поздно уже не стала никуда выходить, а на следующий день он вот стоял возле атриума, девочки все наши там сполошились, сказали, что очень красивый молодой человек стоит на углу атриума, кого-то ждет. А я такая была карьеристка, что у меня как раз тогда вот после конкурса посыпались предложения. И я вот все, карьера. И они говорят, когда узнали, что меня ждет, Светлана, ты же карьеристка, тебе же никто не нужен. Может, познакомишь тогда с поклонником этим? И меня так зацепило, я так поворачиваюсь, говорю, не познакомлю, выйду и Через 2 месяца пообщаюсь. мы уже были женаты, через 2 Да, месяца. и выхожу, и там Леонид Кольцов. Да, то есть мы женились в Крюгер Парке в Африке. В Африке. Я должен был ехать с друзьями в отпуск, то есть нас было там 3-4. Среди них был там известный священнослужитель. Какой церкви, я извиняюсь? РПЦ. Потому что в вашей этой ситуации могло Ну, быть все, да, что угодно. Да, РПЦ, да, был такой митрополит Иларион. Помощником которого вы работали? Ним помощник, то есть я возглавлял фонд, благотворительный фонд Григория Богослова. Вместе мы с Иларионом там разными проектами продвижения ценностей занимались. И, соответственно, я говорю, вот я, наверное, не поеду, потому что я познакомился с девушкой. Наверное, будет неправильно, чтобы я вот с ней познакомился и скажу, что я уезжаю на месяц куда-то в отпуск, да, один. И он говорит, типа, ну, ты ее бери вместе, но только знай, что как бы вы должны будете спать в раздельных комнатах. Ну, потому что, как сказать, я священнослужитель. И я говорю, ну, тогда мы женимся. Вот. У нас само венчание у нас было очень экспромтом. Не совсем экспромт. А можно у меня венчать заранее людей, которые платье. не внутри церкви? Не, я православная.
Нет, Светлана православная. Да. Ну а почему нет? Сейчас она не зороастрийка, она сейчас православная. Ты приняла православие когда? Лет 15, да, тебе было? А я старовер. То есть у нас как бы здесь есть... Но часто люди из православной церкви предъявляют претензии вашей семье в том, что вы участвовали в совместных службах с Папой Римским Франциском, а вы целовали ему руку. Ну не только руку, а что здесь плохого? Нет, я не вижу в этом ничего плохого, но с точки зрения православной церкви считается, что это недопустимо. Ну вот много считается предрассудком. Я считаю, что мои взаимоотношения с папой, они прежде всего показывают, что люди должны думать о человеческом факторе, взаимоотношений. А уже потом, кто какой идеологии придерживается, кто какой религии придерживается. То есть, грубо говоря, вот я православный, я не могу посылать руку папе. Окей, а старичку просто 80-летнему, вот если он не католик, могу я посылать руку? Ну, можешь, а в чем разница? Да. Понимаете, да? И вот мне кажется, просто взаимоотношения между людьми мы должны все все это пережитки. Да. То есть мы должны менять вот эти вот стереотипы. Многие его обвиняли, что вот он там, ну, к примеру, геев поддерживает, да? Или вот он неправильно относится к разводам и так далее. Папа Франциск говорил, что разведенная женщина или мужчина, или женщина, сделавшая, к примеру, аборт, она имеет право прийти в церковь, она имеет право поисповедаться и имеет право причаститься. Понимаете? Как еретик, то есть разведенный, никогда. Если люди это в католичестве. Католичество на самом деле намного традиционнее, намного консервативнее. Ну, какая-то его часть, безусловно. Чем даже православие. Вот в плане, прежде всего, сексуальной морали, то есть вот разводиться нельзя, только там, если признают, что брака никогда и не было. И в отношении геев, к примеру, да, то же самое. То есть вот он допускал, уже начали говорить, венчание геев. Все, что он говорил, папа. Что вот если приходят два гея в церковь и, допустим, говорят, батюшка, благослови нам купить машину, что священник не может их дискриминировать и сказать, а вот потому что они геи, я их не благословлю, а, допустим, мужчина, который изменяет своей жене и приходит там с какой-нибудь любовницей и спрашивает, его благословлю, ну, они же не геи, вы понимаете, да, то есть как бы папа, он говорил так, что все грехи, они одинаковые, нельзя дискриминировать по грехам. И внутри у него было такое же представление даже и о церкви. То есть он считал, что церковь нельзя редуцировать к институции. Нас он там считал, что мы члены церкви, потому что мы живем по Евангелию. При этом мы не имеем никакого отношения к католичеству в плане вероисповедания. То есть мы никогда не причащались в католической церкви, мы не венчались и так далее. Но при этом он нас считал такими же равными. И не просто он это не подчеркивал, даже как-то повышал. Даже было мне, говорит, вот он тебя сделает, мне так говорят, он тебя сделает кардиналом. Хотели бы вы быть кардиналом? Нет. Вам бы пришлось развестись. А вот он придумал, папа Франциск. Да, вот смысл в том, что да, что в католической церкви кардиналом могут быть миряне по каноническому праву. Понятно, что этого никогда не бывает, но могут быть. Кардиналы – это вот как раз о чем мы говорим, ближний круг. Посланник папы. Да, ближний круг папы. У него был взгляд и на церковь совершенно нетрадиционный. У него был любимый фильм, это Скорсезе «Молчание». Не смотрели? Смотрела. Да? Лихо. Да. Там иезуит, который отправляется с миссией в Японию, и в итоге его обвиняют и подозревают, что он отрекся от Христа. И вопрос, как это так? То есть он не мог этого сделать, потому что это была вершина богословской мысли, там, миссионерского какого-то пыла. Вот, и идет фильм вокруг всего этого. Человек потом умирает, у него в руке крест. Иезуитский подход, да, то есть вы ради миссии, вы идете на какой-то даже, иногда даже на какой-то экстрим. Вы не живете вот этими рамками, какими-то нормами, описанными непонятно кем, да, какими-то традициями непонятно какими, да, то есть понятно, что если понятно какие, а непонятно если какими. И он считал, что церковь – это как раз люди, которые доброй воли, которые идут к Христу. То есть церковь – это все, кто стремятся вот к какому-то
общему идеалу, христианскому идеалу. Вот такая Много у него была. рассказывают про потрясающее чувство юмора Папы Франциска. Вот, говорит, там была история, да, вот сейчас, прости, перебью, была история там на постановке, я не знаю, там в 1905 году театра Костанцы там с этой постановкой, вот когда там вот порвался занавес, не знаю, упал там, я не знаю, Монсеррат Кабалье, ну, образно на батут взлетела, и взрыв, там все, и такие вот... Ну, да, красочно, да, как-то, да, он красочно. Знал, откуда, я говорю, голова моложе нас всех. У него видно было, да, у него какие-то актерские способности они Тоже, были, да. то есть он как-то, он, хотя не играл никогда, но он всегда любой серьезный разговор, он пытался переводить, наоборот, вот в какую-то форму более шутливую. Непринужденно, да. Да, и какие-то вещи серьезные, вот Так всегда легко, это. да? То есть он любил, ну я не буду вообще говорить как, он любил шутить о политиках. Причем он представлял, да, в такой форме ты смотришь, вау, как это, то есть человек нарисован. Острый такой. Остро подмечено под это. Ну, конечно, этот человек был просто удивительный. Какая у него была любимая опера? Ну, вот он Вагнера любил, Тоску любил, постоянно мы Тоску обсуждали. Там же в Тоске есть и много вот как раз политического такого составляющего, Конечно. знаете, да? Но Тоска — это политическая Это опера. политическая опера, и она, как ни странно, это вот в этом тоже весь папа, да? То есть она на самом деле антиватиканская. Там идет революционная деятельность во время как бы наполеоновского времени, то есть за создание Италии против Рима. Скарпио — это главный полицейский Рима, то есть как бы папа римского, да. Она, ну, в принципе, создавалась как такой вот манифест итальянской нации против Рима. И в этом смысле то же самое его история, когда он там нравится ему Достоевский, именно идиот. Потому что вот там критикуется Ватикан, то есть как бы Папа Римский называется антихристом. И вот папе вот именно это интересно. Он всегда любил такие вот вещи, которые как раз на стыке критики. Всегда ему было интересно какая-то, так сказать, какой-то спарринг интеллектуальный. Пели ли вы когда-нибудь для папы лично? Слышал ли он ваш голос вживую, Ну, а не в так, записи? вот как мы сидели, это, естественно, без оркестра, без аккомпанемента, да. Акапелла. Да. Что вы пели? Ну, фрагменты Пучини, как все смеются, пучиневская главная певица мировая, Светлана Кассиан. Это ну, чаще всего я в Италии, конечно, пою партии Пучини. Это «Баттерфляй», это «Тоска». Ну, я не пела во всю мощь своего голоса, как Варена Ди Верона, конечно, озвучив там зал на 33 тысячи человек. И когда, я помню, дарила ему свой диск, посвященный ему, «Фрателли Тутти», мы записали на 15 языках. Идея такая тоже, как вот он мне изначально сказал, благословив мой голос, что голос должен служить миру, добру, объединяя весь мир. Конечно, все языки мира не влезли, обычно это сколько там, 10-15 треков. И я сделала немного такой символичный, потому что я когда-то еще, помню, начиная свою международную карьеру, я победила на международном вокальном конкурсе в Китае. Соответственно, там и китайская песня на китайском языке, там была Япония, еврейская песня матери, тоже символичная для меня такая. Любимый Рахманинов, который тоже нравился папе римскому. «Не пой, красавица, при мне», это песен Грузии печальной. И вот из таких вот песен собралась программа. Как раз в это время вышла энциклика папы «Фрателли Тутти», это все мы братья, накануне как раз войны, которая призывала все народы к какому-то общему диалогу, начать вот диалог цивилизации, то есть искать пути выхода. И Светлана вот сделала, переложила эти идеи, скажем так, на музыкальный лад. Ему это очень нравилось, то есть мы готовили следующий ему альбом, уже хотели к 90-летию, то есть там Светлана хотела всего Вагнера ему спеть. Ну, мы хотим сейчас уже новому папе будем делать. Работаем над этим. Тогда давайте о том папе, которого вообще в широких кругах не знали. Например, он любил есть. Я не знаю, можно говорить, не можно. Ну, говори что-то. Такая простая
пища, вот знаете, тоже пересохший там лист салата такой вот. Прям пересохший? Это не та вот шедевральная итальянская кухня, Да, к которой это мы мега, привыкли. да, это- Нет. Неужели они не Нет. кормили Вот папу? представляете, вот как Вот будто... это вопрос, знаете, это вопрос. Я тоже даже, вот вы правильно подметили, вопрос, это как, специально? Я не знаю, единственные мысли в голову, которые приходят, как будто какая-то такая прям суровая, я не знаю, церковная, бывает аскеза такая вот, которая вот ты должен этот сухой лист салата есть там на завтрак, или обед и какие-то ужин. макароны И в какой-то, какие-то вот, не просто макароны, а масло. такие вот... Я даже не хочу выяснять, знаете, это ли специально кормили такой едой, знаете. То есть, учитывая, у него был вес уже достаточно большой, да, ему нужно было... Или это было какое-то вот такая аскеза. То И есть там это- все вот с этого стола, и, соответственно, папа и завтракал, и обедал, и ужинал. да, в смысле, И да. все это видели, что он ест, и как со Да, он всеми обычно, да, он ел вот гостиница, да, есть Это там- общий шведский стол? Не, ну, кстати, раньше было получше. Нет, не было так. Это сейчас последние годы. Не знаю, с чем связано. Может, поменяли шеф-повар. Я, Я не кстати, знаю, я как после этого называется. вернулась, опять хорошо. Хорошо, да? Уже, да, уже после его смерти. Смотрите, он как бы ел вместе со всеми. В конце он уже не спускался на ужин, только на обед, ну, в последние годы. А так завтрак, обед и ужин. То есть он спускался вниз, то есть там столовая для тех, кто в гостинице находится. Сперва он ел вместе, так сказать, с другими Салата, для за завтрака столиками. ел. Потом он единственное, у него была privacy, что его стол, он чуть-чуть был за углом. Но при этом он как бы То вот есть он подходил и брал стол, и вот он, стола. да, и вот он подходит вот на стол, салат, и вот он берет, накладывает, кому стоит, это бене. То есть наложил, пошел, поел. Пересохшая, это вот прям консервированная фасолька, жутко старая какая-то, ну То прям... есть еда для очень-очень бедных итальянцев. Очень бедных. прям- Причем даже как-то вот подчеркнуто для бедных. Мы приезжали с ним, всегда встречались в Санта-Марте. Это было 2 комнатки. Вот. То есть как бы его спальня. И, Картина Шагала. и Картина Шагала. Нет, А какая картина Шагала? там крест, да, крест и Забыла, что-то как называется. красноармейцы, белогвардейцы здесь сверху и крест. И так удивительно, что в этот же день, на следующий день, или в этот же день мы с тобой попали, была Выставка Шагала. Выставка Шагала. И эта Это картина... ну да, у него мы была, только у него была были вот- копия. А в номере что? У него своя спальня, вот, очень много всяких Просто. пластинок, ни телевизора, ничего, но при этом он слушал музыку. Вот. Причем он, допустим, сам диски сам покупал, ездил на машине. Где пьяца Навона, там есть маленький магазинчик Столик, дисков. Туда он кресло. ходил, покупал эти. Просто. А здесь приемная просто диванчик. Вот. просто. И очень не просто, а вот он как бы так. Аскетизм. Ну, знаете, вот было такое мнение, ну, он иезуит, он, наверное, пиарится. Он стал Папой Римским в 77 лет. Понимаете, да? То есть 77 лет у тебя уже твои привычки, они уже укоренившиеся, да? А до 77 он еще хуже жил. То есть он никогда не пользовался автомобилем, всегда на метро, будучи патриархом всей Аргентины. Я помню машину, когда впервые увидела, на которой он выехал из Ватикана. Маленькая, Это серенькая, «Фиат» был какой-то, «Фиат», У старенькая. него не было, знаете, это прям видно. То есть это видно, допустим, если человек играл бы, да? То есть это как бы было Настолько бы видно. освобожден был. А это было на самом деле, то есть, ну причем, знаете, он как бы это не то, Такая что свобода. он против Мерседеса, он был, Мерседес, ну давай Мерседес, то есть давай Фиат, ну Фиат, то есть понимаете, там кроссовки, давай кроссовки. На самом деле мы его 13 лет знали, вы никогда не знаете, как он себя поведет. Никогда, его невозможно предсказать. Для вас какой был самый неожиданный поступок? Много Он таких завтрак было. готовил в свете, да. Завтрак готовил вам? Так. И с питанием для меня просто самый был, конечно, мой день рождения, 35-летие в Ватикане, когда папа подарил мне подарок. И торт. От Папы Римского со свечками. Я бы никогда в жизни не поверила. Знаете, вот к нему, когда приезжаешь, это вот всегда импровизация. То есть как он даже будет выглядеть, как он будет одет. А как он одевался обычно? Не, ну он как бы может быть во всем как бы, Как полагается. как полагается папа, да, может быть очень по-домашнему. А по-домашнему как? Он в штанах и в свитере? Ну нет, он как бы не в штанах, не в свитере, ну просто у него был надет просто белый сутан, ну без всех поясов, без... И уровень, допустим, разговора, вы можете там пообщаться там полчаса или можете несколько часов, там 3-4 часа. Там, максимально, если мы общались 5 часов. Во-первых, да, вопрос, о чем мы общались 5 часов. А время как пролетает. И потом, а у него что, других дел нет? У него вот была такая способность, что вы с ними начинаете общаться, и вот как бы других людей нет вокруг. То есть вы вот только имеете какую-то ценность. Он никогда не посмотрит часы. Он никогда не посмотрит, там, не подумает, что его там никто перебил. Причем я смотрел, что и с другими людьми также. Какой-то, ну не бомж,
То есть как-то появился тоже в 100 марте. И вот он тоже к нему там, ну что там Джованни, ну как там, все там, ты где сейчас, там, в каком там, под каким мостом там, или, представляете? Вот когда говорят, что такое власть, вот это власть. Когда вы реально человека нельзя просчитать, его нельзя реально как-то описать, и вы не знаете, что он примет, какое он примет решение. Человек, прежде всего, свободен самим собой, над самим собой у него прежде всего основная власть, да, и потом он может вообще сделать все, что считает нужным. Когда был пик коронавируса, и по всему миру требовали уже не одну прививку, а 3 паса называли. Да, тебя нигде не пускали, в Италии даже. Впервые в жизни Леонида не пустили на мое выступление. Даже некоторые родственники не открывали двери своего дома из-за того, что узнавали, что у тебя нет 3 прививки. И вот мы приезжаем в Ватикан, меня не пустили домпоезд. Леонид арендовал машину, чтобы везти меня на выступление из Рима в Болонью, потому что даже на поезд беременную женщину не пустили без этих 3 пасов. Все двери были закрыты, как для прокаженных. И вот аудиенция у Папы Римского в Ватикане, Леонид, я тебе тогда ничего не сказала, но я была уверена на 99% что нас развернут. Нет, сказали, что у нас есть прививка, а это в Италии вообще нет. Ни одной просто. Не просто нет там одной из 3, а нет ни одной. Они на нас одели, ну, то есть, во-первых, маски там всякие. Вот, а он приходит, снимайте все. Нет, вот он тогда очень сильно опоздал, я помню. То есть ему сказали, что у нас нет еще прививок? Минуты его нет. Я думаю, ну вот, это эти прививки, конечно, коронавирус, но это логично, человек в возрасте, да. Он не просто приходит, он говорит, снимайте эти маски, бросаем все, обнимаемся, целуемся. Но это такие моменты, которые не перестают поражать, да? Вот. У него такие пророческие очень вещи были. То есть он как бы на самом деле святой человек. Он как бы исцелял людей, это вот 100%. Вот, к примеру, он, допустим, тоже мы с ним любили, вот как бы он был такой достаточно, как бы любил сарказм. Друг на друга иногда. Всегда беременна, вот. Она говорит, типа, знаешь, с кем? Это уже второй сын. Она говорит, нет, вот всего месяц, пока не знаю. Да, и я как бы говорю, ну вот если будет мальчик, в честь вашего имени назовем. И он так на меня смотрит и говорит, придется обещание исполнять. Вот. И родился мальчик, вы назвали его Франциском. Он потом написал 3-4-5 месяцев, вот, и он пишет, как там Франциск. Я отвечаю, что типа, ну да, это мальчик, и вот мы его назовем Франциск. И потом он же, когда нам писал письма с того момента, он всегда он подписывал, что с салютами Светлана, Наталья, Пикуля Франческо. Поэтому он такой был очень. Но он, на самом деле, я считаю, что он был такой чудотворец, на самом деле. И все-таки, как папа готовил вам завтрак? Не, ну на самом деле все просто было. Это тут стол, я говорю, на котором была эта инсалата. Он спускается в эту кухню и начинает вот... Мы же вот этот центральный столик, да, сели, который когда с тортиком было. Прям... Вот, то есть он и там начинает накладывать. То есть это салат. Я просто сейчас уже не помню, что там было на это. Там все это очень просто. Там помидорки, Нет, я говорю, был ли омлет или... Да, нет, омлета не было. В общем, как, спустился, наложил, пришел, сел. Вот. Это было в ваш день рождения? Да. Не, на день рождения был и торт был на ужин. Торт на ужин обед был, кажется. Или на обед, обед. И потом еще принес подарок. Наталья так засмущалась дочкой рядом. Мама, ты значит, он принес подарок, но там написано, что там часть частицы Туринской плащаницы. И наши тоже критики говорят, нет, это как бы что там подделка. Но мое мнение, как это, то есть частицы, знаете, у нас, вот как у нас в России, там частицы креста Господня, да, там, или как бы, святителя Николая, да, то есть, тоже там узнавать, как он там, когда эту частицу отрезали, от кого, то есть, А как это выглядело? Как что? Нет, коробочка, да, то есть, как бы в рамочке, и там написано, да, что это часть Туринской плащаницы. Вот, мы ему обещали, что мы специально сделаем под это в России часовню, не сложилось. У него вообще смерть, я не хочу это озвучивать, но мне она вообще кажется, что я до сих пор начал верить в какую-то теорию заговора. То есть его смерть, она была мега неожиданная. Вот, неожиданная в таком возрасте, после такой болезни? Видите, в том-то и дело, да, что вот на мои замечания люди скажут, там, 88 лет, ну да, на Пасху похоронен
Санта-Мария-Мария, ну, в принципе, я бы хотел. Даже если бы это была бы насильственная смерть, умереть в 88 лет на Пасху и быть похоронен. А так, ну, его люди, которые его видели в субботу, он прекрасно выглядел в субботу. В субботу я увидел Венс, да. Не в субботу, в воскресенье. Вот в воскресенье он уже был плох. В субботу он выглядел достаточно, у меня даже видео есть, как я общался с ним. В субботу? Да. Накануне смерти. Ну, это было, да, то есть это как бы по телефону, то есть он или писал, или там подносили этот. А в воскресенье резко ему плохо, и он, скорее всего, умер ночь. Именно с воскресенья на понедельник. Ну, во-первых, умер от чего? От инсульта. Он не мог умереть от инсульта, если присутствует врач. А с другой стороны, как они описывают вот его смерть, знаете, вот если так просто, не зная папу, ну, это как бы эвтаназия. Если как описывать, да? Что там человек собрался, там, всем ручкой помахал, до свидания. И все это как бы туманно. Вот. Он не собирался точно умирать. Вот. И у нас даже были проекты. 3 июня мы должны были быть уже с детьми там. И Света должна была, ему был концерт только для него. И потом, когда мы приехали как раз, говорите, на 40-й день, я тоже подошел и когда Магире говорю, и со Светой, я говорю, что мы свои обещания держим. Мы сказали, мы Я исполню этот концерт, но уже в Калининграде с Ватарканом. Когда вы слышите за своей спиной слухи о том, что Леонид сильно повлиял на вашу карьеру, ну, то есть, что там какие-то звания, площадки, славу... Купил мне все театры мира, проплатил все многомиллиардные постановки просто. Как девочки говорят, вот ты знай, куда утекает бюджет вашей семьи. Раньше, когда только-только это все пошло, откуда это пошло? От завистников. До свадьбы еще как-то у меня не было хейта. Все вот такой самородок так писали, выдающийся голос. А после свадьбы пошел прям вот повальный хейт такой. Мне кажется, наверное, это связано с какой-то такой некой завистью, потому что у нас как? Вот Майя Плисецкая посвятила жизнь балету, не родила, не стала матерью, лишила себя этой важной части для женщины. И Мария Каллас то же самое. Вот пела и все. И умерла в 50 лет молодой женщиной, без детей, без семьи, одинокая, самая глубоко несчастная женщина на белом свете. И вот либо ты поешь, либо ты счастливая там женщина, либо ты мать. А вот чтобы все вместе, ну вот как-то вот, ну... А я для себя сразу решила, что пусть я вообще не буду популярная, но, ну, как говорят, это колесо баланса, да? Пусть это все будет не на десятку, но пусть я буду и мама, и певица, и женщина. Пусть я там не гипер... Там каждый день, я не знаю, не собираю стадионы, как Майкл Джексон, но зато у меня мое творчество, у меня мое искусство, у меня мои роли, у меня моя музыка. При этом я и как мама состоялась, я и как женщина. Я во всех этих ролях я прочувствовала все краски, и по-другому я даже себе и представлять никогда не хотела. Но в первые годы вашей совместной жизни Леонид был вашим продюсером. Вот у меня был продюсером сначала продюсер, который был у Дмитрия Хворостовского, Асканас Холт Марк Хилдрю. Потом я перешла в другое агентство, тоже в Лондоне. У меня все агентства в Лондоне базируются. И сейчас тоже в Лондоне. И одно агентство в Неаполе. Это правда, что какое-то время вы были продюсером Светланы? Ну, продюсер, ну, в том числе, да. Я помогал, организовывал какие-то постановки оперные, в том числе, какие-то концертные постановки. Как в «Русатами» людей-то к опере тянет. И Новиков оттуда, и вы. А мы с Сергеем делали даже, вот, 2 оперы мы делали, да. То есть у меня первые оперы, которые он делал, это как раз с нами. Это «Русалку» в 2016 году. А потом еще мы делали «Иоланту». Вот, и Света и там пела. Это так «Мирный атом» действует? Нет, на меня не «Мирный атом», то есть это как бы просто на меня Светлана. Вот. Потому что я считаю, что для успешной семьи, да, то есть должен быть, я считаю, что вообще семья, она должна быть вокруг какого-то проекта. Но прежде всего это проект «Дети», но потом обязательно должен быть какой-то общий общественный проект. То есть для меня, вот я так для себя решил, что Света поет, а я иногда помогаю продюсированием, и тем самым это как-то объединяет, сближает. Бог общается с нами через реальность, через какие-то знаки. И мы должны иметь не свою какую-то установку, в зависимости от ситуации принимать то или иное решение. Да? То есть нельзя иметь установку «хочу стать кем-то». Нужно
иметь какой-то вектор развития, и дальше просто следовать каким-то индикациям. Да? И в данном случае я не мог сказать там, или запланировать, что у меня будут хорошие отношения с папой, и для этого я делаю концерт. Иначе я бы сейчас уже бы сделал концерт в Ватикане, чтобы иметь хорошие отношения с папой Львом. То есть у меня нет такого желания, да, то есть у меня даже нет понимания, нужно ли эти хорошие отношения с новым папой или нет. Опять же, вот сейчас скажешь, увидят, скажут, а почему папа со Светланой общается, а не вот с самой известной оперной певицей? Какой? Не буду называть имя, да. Ну, может быть, просто она не похожа на его первую любовь? Или в том числе... Коллеги очень часто вопрос задавали, а почему ты? Я тоже там вот спела, говорит, там спектакль «Готворена Диверона», а почему ты? Вот. Я не знаю, что ответить на этот вопрос. Но папа дал вам, в общем, дворянский орден, да, я сейчас процитирую, чтобы не ошибиться. Известно, что папа подписал указ о возведении вас в ранг дамы ордена Святого Сильвестра за заслуги перед католической церковью. Это еще с самого начала, да. Ну, то не с самого, что-то в 19-м году было. У них в 60-е годы, скажем так, в 60-е, наверное, Курия, она была, и вообще Ватикан, Святой Престол, он был реформирован, да. Каких-то титулов наследственных уже папы никогда не давали. То есть Светлане то, что было в 19 году дано, это так называемое личное дворянство. Это личное, да, как бы, то есть это не передается. Вот. А уже последний раз, когда мы с ним виделись, да, то есть он непосредственно возвел нас уже в наследственное дворянство. Последние 50 лет такого точно не было. То есть это уже когда не только мы, и наши дети, и внуки тоже уже считаются как бы дворянами. Но опять же, для нас это... Чем ценно, что это исходит из Папы Франциска, да? Мы это никак, не можем и не хотим монетизировать, да, как это говорится. Да. То есть это на хлеб не намажешь. Как он это все объяснил, почему он это делает? Понятно было, что он тоже к чему-то это все готовил, да? Он не просто так, у него была какая-то история какая-то в голове. Но я думаю, что вот он как-то пытался показать, может быть, новую моду задать, что не только иерархия и не только члены католической церкви должны принимать участие вот в общей, как сказать, инсалате, в общем супе. У него, наверное, было какое-то видение больше привлекать людей, не только мирян, что он, в принципе, почти начал. То есть он там начал назначать, в основном только монахини. По-моему, один мирянин у него есть пресс-секретарь. Но и вот история, что он хотел, я думаю, что начать и вообще даже других каких-то конфессий привлекать какой-то вот общей деятельности в Риме. То есть мы не можем быть монахами, мы не можем быть священниками, но мы можем быть папскими дворянами. Кем он нас сделал. Мировая староверческая организация – это не религиозное сообщество, правильно? То есть это коммерческая некоторая структура? Нет, это не коммерческая. То есть это структура похожа на ассоциацию. Весь смысл именно в организации, в объединении, вот на уровне какого-то такого общественного, культурного взаимоотношения. Почему вас, скажем так, не любят официальные российские старообрядцы? Я думаю, что это просто зависть. Вот. Но, с другой стороны, говоря так, это, наверное, не скромно. А завидуют чему? Завидуют, наверное, даже каким-то интеллектуальным каким-то решениям, какой-то, не знаю, смелости, вот, какой-то дерзости. Я так думаю. В основном-то люди сейчас, они больше всего становятся такими, в каком-то смысле, аморфными. При этом потребности есть к какому-то действию, или лень, или какие-то установки запрещают. Соответственно, они смотрят на тех, кто занимается какой-то деятельностью, с какой-то завистью, тем самым пытаясь успокоить себя, почему он не такой. С митрополитом Иларионом на чем вы разошлись? Подумал, что я уже как-то вырос, и мне нужна какая-то самостоятельность. Так вот прям расходится с человеком, который венчал вас? Нет, мы... Сейчас общаетесь? Редко. После вот этого скандала с молодым человеком, с недвижимостью и так далее, вы его как-то поддерживали или наоборот осудили? Что поддерживать? Каждый человек взрослый, то есть он, как сказать... это все правда? Нет, меня ж так не было. Может быть, это слишком цинично, мне даже не интересно. Вот, что было, что... Мне просто неинтересна чужая жизнь других, да, я мог бы обсудить, правда ли мне, что у меня в жизни. Вот, а в данном случае, если было, было, если не было, не было. Если с супругой что-то, наверное, бы судил, детей, а дальше
вне, как сказать, моего круга такого узкого, мне это мало интересно. В 2017 году вы обнаженные снялись для журнала «Максим». Я не обнаженная там, на самом деле. Я больше Ну как? одета, чем многие на пляже в купальниках где-то. Ну, это мужской журнал, мужской. Грудь не видно, ничего не видно, там просто закрыто Ладно, у вас папа одеялом. был про это разговор? Нет, То есть он сделал вид, что он ничего не видел? А вы боялись? да. Вас очень обвиняли в том, что... Ой, до сих пор, я говорю, вон хейтят. Единственная в мире оперная певица. Которая снялась для журнала «Максим». А вы почему снялись-то? А потому что больше никого не приглашали. На самом деле я не жалею. А с Я мужем хотела советовались? отказаться, потому что при всем при этом я на самом деле очень стеснительная. И Но это было ради денег, ради славы или ради интереса? в итоге меня, как уговорили, там вся команда группы «Максим», они просто суперпрофессиональные психологи, просто лучшие. Так. Они сели и сказали: смотри, вот у нас Алина Кабаева. Все красиво. Разве какой-то тут что-то звук? Говорят, вон выходящая? Нет. Алсу, все, у тебя будет так же. Тот уровень, который вам кажется достаточным. Да, потому что они говорят, что там приходят девушки, которых они вынуждают на откровение. Там. Нет, я имею в виду уровень имен. Ну, я очень с большим уважением отношусь и к Алсу, и к Алине Кабаевой, такие красивые, замечательные девушки. Они сказали: на тебя никто не будет давить, чтобы ты там разделась, чтобы ты там обнажилась полностью. Аккуратная эротика такая вот. Захочешь сама, там, делай, что хочешь. А так ты, говорит, вдохновишь своим примером, что опера приведешь... такие молодцы. Приведешь в мир оперы еще большую аудиторию, которая проникнется классической музыкой, излечишь другие души этим дарованием музыки и все вот в таком духе. И на самом деле огромное количество людей потом писали, что благодаря моему журналу «Максим» стали любить оперу, ходить в оперный театр, слушать классическую музыку. Да, там где-то там по 1,5 миллиона просмотров. Не реформатор в мире оперы, но в какой-то степени единственная за всю историю мировой оперы певица. На своем примере подтверждающая, что можно. И с успехом побеждать на всех конкурсах мира, исполнять главные титульные роли, с огромным успехом выйти замуж, рожать детей, при этом еще и нормально выглядеть. И как же вы считали, если опера, то это что-то такое не такое красивое, как, например, там, наши балетные девушки. Пока ты сейчас молодая, пока тебе не 89 лет, потом жалеть будешь. В общем, они так поговорили со мной, хорошо, и я подумала, наверное, да, наверное, так и есть. Жалеете вы, что не стали батюшкой? Нет. Я больше как-то, мне нравится вот быть сейчас самим собой. Это, кстати, тоже плод моих взаимоотношений с папой Франциском. Довольствоваться каким-то маленькими вещами. Вы можете реально найти счастье и самоудовлетворение, если вы вот научаетесь пользоваться маленькими вещами. Вот. Как только вы начинаете пытаться расшириться, пересесть, там, я не знаю, с Фиата на Мерседес, вот, вы становитесь несчастным. Если у вас есть попытка пересесть с Фиата на Ладу Калину, вы будете счастливым человеком. Если вы с машиной в метро, вы будете счастливым. Для богослова довольно странно все мерить материальными. Ну, в том числе. Вот сейчас Илон Маск там чипы какие-то, так сказать, в нас будет внедрять. А искусственный интеллект заменяет за нас там какие-то функции головного мозга. Я к тому, что богословие – это мысль, богословие – это логика, это идеологемы. Это невозможно вне какого-то физического, так сказать, тела, вне материи. Как вы мыслите, очень зависит от того, что вы едите, от вашей диеты, да, от вашего распорядка дня, от ваших условий жизни. От того, что входите вы в метро или ездите на машине. Очень много факторов, которые в итоге, как вы мыслите, сказываются на ваш ход мыслей. Папа Франциск учил в этом, что на самом деле находишь удовлетворение прежде всего внутреннее. Слушайте, вообще молитва – это такой очень серьезный экзистенциальный опыт. Но молитва с таким человеком, как Папа Римский, это должен быть сверхсерьезный экзистенциальный опыт. Вот могли бы вы рассказать немного о своем опыте молитвы? У нас приглашался всегда на мессу, да? То есть мы не причались. Ну, канон вы знаете. Мессы? Да. Конечно. И он всегда на первом садил нас на первой линии всегда. Вот, причем очень страдал. Всегда там приходим, там кто-то сидят, отгоняет.
Всегда, причем так вот, чтобы напротив себя всегда так. С первого дня, вот так да, интересно. вот, то есть очень как-то подчеркнуто все. Это, знаете, у меня до сих пор с этим проблемы в Ватикане. Очень много завистников было. То есть это как-то его тоже, я не знаю, почему он это делал, потому что понятно, что очень много вот этого, потому что он прям категорично И нет ответов на это. выделял, да, сразу там все, то есть содержал. И я понимал, что все люди, они так на меня, так, кто там, что. Были такие молитвы, да, это одна вещь, но он всегда их не писал, всегда, ну, имеется в виду вот Санта-Марте, он всегда экспромтом говорил, то есть официальные проповеди он всегда писал, а эти всегда экспромтом, видно, что сам это все как бы сочинял. Потом были молитвы, когда мы вместе с ним сидели, да, и были молитвы, мы не знаем о чем. Что Это как? Это когда он сам про себя о чем-то за нас молился. Он мог там положить руку вот так и про себя там читать, говорит, все, теперь езжайте. А вместе молились, ну, то есть это всегда были его как бы молитвы. Они всегда, у католиков они в этом смысле короткие, ну, несколько минут, но они всегда очень, как сказать, в них ничего такого, чтобы меня потом обвинили, ни православного как бы никогда не было. Это всегда были о мире, то есть о наших там детях, о нас, чтобы там Господь помог. Поэтому я говорю, что я не знаю, про что он молился, так сказать, когда сам про себя, потому что типа про нас он молился в открытую. Там не было ничего другого, как только вот его душа, да, или вот ты реально, кто ты есть. Меня всегда поражало в этом смысле, вот много вопросов к Ватикану, всем известные скандалы, да, там, с педофилией, ну, вот эти все, да, скандалы и там с коррупцией. Но вот как они выбирают папу, это вот меня поражает. Ты являешься там папой римским, да? Но у тебя есть племянники, ну, дети нет, но кто-то свои там друзья. То есть ты же можешь там сделать так все, чтобы твой племянник стал следующим папой. Потому что папа – это монарх, он может кардиналом сделать всех своих племянников, да? Там, всех своих друзей, там, всех своих знакомых. И так, чтобы следующий папой был там, его ближайший там, даже соратник. Нет. То есть у них вот какая-то система, коррупция может быть там на каких-то уровнях, а вот как избирают папу, это вот удивительно. То есть они вот избирают всегда лучшее, что у них есть. Он во всех проявлениях, включая, как он там как бы шутил, да, какие-то вещи, да, какие-то есть там даже несуразные, ну ты вот чувствовал тут очень большую силу. То есть вот если говорить святой человек – это вот это. И вот ты сидишь с этим человеком, вот вы спросили, что в молитве, что ты чувствуешь, что ты рядом со святым человеком. При этом это совершенно, вот, то есть при этом я об этом говорю, у вас нет там дыма какого-то, знаете, вот он не стоит там, знаете, то есть есть практика, которая… такая величественная простота. То есть он не одевался так, чтобы вас как бы своим видом как-то тронуть, да, там как какой-то гуру, там, я не знаю, бороду отрастить там и вещать, то есть этого нет. То есть о чем я говорю, вот полная вот эта вот нагота и реально тот, кто он есть. Реально человек святой. Скучаете по нему? Я очень. У меня как-то с ним связь была, ну, Светой тоже, вот, а у меня с ним было, знаете, вот какое-то мистическое. 2 раза сильно болел. Да, это, ну, то, что умер на день рождения, да. Поехал я на похороны, то есть у меня как хотя был этот билет, там я должен был там, где всякие эти Трампы всякие эти, да. Вот выхожу на Виа Кончиляционе, вот, и только в самом начале, да, вот иду к этой площади Святого Петра, и вот увидел где-то там, ну, наверное, километр, ну, увидел этот гроб, и у меня приступ, то есть я начал как бы это, и не могу ничего с этим делать. Когда потом его как бы повезли, и гроб мимо меня проехал еще, то есть я очень, очень сильно переживал. Хотя 88 лет я и хуже, знаете, у меня хуже. У меня отец умер. Это интересно, да, вот психологически, если связано. То есть у меня отец умер, ему 77 лет было. Вот с папой Франциско я познакомился, 77 лет было. Но вот у меня отец умер, хотя отца ну, и любил, и вот считаю, что на самом деле у меня характер больше отца, его как-то он в меня воплотился. Вот. Но я так не переживал, как там 77 отец, как папа в 88. То есть, хотя, ну да, 88. Почему я считаю, что он не собирался умирать, да? То есть, если бы он собирался умирать, он бы написал какое-то завещание или какое-то, что-то бы сказал. Не все мы пересказали, не все дорассказали, не все я услышал. Понимаете, да? Вот как бы вот такое впечатление, что вот ты как бы на полусловие. Есть моменты такие, когда, ну вот, ты теряешь этот момент, что его уже нет, и вот, ну вот, как будто на мгновение, не знаю, как называются эти минуты, вот. Я чувствую присутствие, вот я еще в процессе, как сказать, в какого-то переживания или интеграции. То есть я не совсем... Что после смерти? Жду голоса.
этого не знаю. На главный вопрос. Иезуит, это, в отличие от других орденов, это очень много индивидуализма там. То есть твоих личных отношений с Богом. Да? То есть вне общины, вы знаете, они там вместе не молятся, они вместе не едят. Там вся практика, она направлена на то, чтобы у тебя был вот развить в тебе индивидуализм настолько, чтобы ты сам мог принимать правильные решения в тот или иной момент. И в этом смысле, то есть моя вера, она вот такая же, то есть она более индивидуальна. Я все равно верю в мораль, да не в том смысле, а вот сейчас я сделаю так, а завтра сделаю так. Да? Это, то есть твой вектор развития или вектор стремления. Например, человек говорит, я хочу жить в Италии, да, тогда он одевается вот так, да, я хочу там жить. Не, подождите, я не про вас, я про папу. Вот он умер, что после смерти? Где он? Не, папа 100%, смотрите, вы про папу, да, то есть, извиняйте, папа 100% в раю. А рай как выглядит? Ну, это сложно сказать, потому что там нас не было, да? А можно есть, я поделюсь? Да, но я вот сейчас перебью, к чему я сейчас веду, да? Вот, я считаю, что в ближайшее время он станет святым. То есть он на самом деле святой, то есть его сперва должны беатифицировать, потом он должен как бы стать после беатификации святым. Станет он святым, это в ближайшее время. Как выглядит рай? Ну, мы верим, что вот по идее, вот рай, мега-рай, да, это будет после нашего всеобщего воскресения. Как это будет наши тела выглядеть в плане того, что где эти вот разбежавшиеся атомы, да, очень сложно на эти вопросы ответить. В какое-то воскресенье... Можно мы Свете дадим сказать? Да. Да? И мы в 2020 году очень тяжело переболели с Леонидом ковидом. За пару дней там уже показали, что уже легкие съедены, вообще в жутком состоянии. Я помню, я поднялась 2 ступеньки, и как будто бы с 2 сторон 2 утюгами, спереди утюг сзади, и вот все их соединили, и все, и дышать я больше не могу. 2 ступеньки было. И меня вот на скорую увезли, и сказали, помнишь, пришла скорая, сказала, она через пару дней умрет. У нее такая картина, там это матовое стекло, 2-сторонняя пневмония. Причем так это стремительно, быстро развивалось. За какие-то считанные дни у Леонида тоже оказалась пневмония, и его привезли в больницу, нас положили в одну палату. Он послужил мне ангелом-хранителем. Буквально где-то 3 ночи спустя, наверное, был самый пик, наверное, моей болезни. Они проверяли и сказали, это рация трупа уже. И я потерялась, я пошла в туалет, и ударилась головой об кафель. Я помню, вижу эту красную веревочку и понимаю, что все, это последняя веревочка в моей жизни. И я падаю, и он слышит ночью, там, не знаю, 3 часа ночи. Они говорят, к утру, когда они проходили обход, меня бы уже не было бы с такими показаниями. Но если бы я была одна, Лень, если бы они сказали, если бы я лежала бы с тобой одна в палате, если бы со мной не было человека. И я вот помню, мне стыдно сказать, очень стыдно сказать, но это вот состояние, там было так хорошо, что я даже забыла свои материнские инстинкты. Я не хотела возвращаться обратно. И вот когда они вот, я помню, уже возвращали, там что-то они там приводили в чувство. Адреналин, да. Да. И так было хорошо. Ну, это я не знаю, что это. Это рай, значит, не рай. Умирала, да. Нет, это но было возможно. так хорошо, что я вот помню, ни за что не хотела возвращаться. Хотя вот мне скажешь сейчас, да, вот скажи, да я ради детей, я там с любого света вернусь, там, чтобы быть мамой, вырастить их, да, поднять, выучить, там, образование дать, замуж выдать. Но на тот момент мне стыдно, что вот настолько вот я за эту хорошесть сцепилась и не хотела. В общем, если отвечая на ваш вопрос, то есть душа, она точно бессмертна. То есть есть там что-то. Там рядом с Богом, мы не знаем, как это все выглядит. Вот, никто не возвращался, чтобы нам рассказать. Как доказать, вот там, что папа жив, да? Вот это вот какая-то у вас связь через дистанцию, какая была до этого, понимаете, она остается. Для меня вот эта связь какая-то с папой, она материальная, она реальна. У вас не может быть такой связи, там, не знаю, там, со стенкой или с чем-то несуществующим. Нельзя не любить то, чего нет, да, вот как бы, ну, мы продолжаем любить человека, да, даже когда человек умирает. Только я думаю, что из-за того, что все-таки он живет, потому что иначе наша любовь, она была бы необъяснима. Человек уходит, у вас по факту любовь должна пропасть. А в данном случае она остается, является доказательством. То, что папа живет, то, что доказательством вечности души. Был ли момент в вашей жизни, когда по какому-то поводу вы попросили совет у папы Франциска? Мне кажется, я стеснялась. Я так переживала всегда, боялась, что я что-то сейчас не то скажу. Но он всегда как родитель такой мудрый, взрослый, умный, знающий как бы ответы на все вопросы. А если бы сейчас была возможность, о чем бы вы спросили?
Бывает, что очень накрывают переживания, как я справлюсь, будучи хорошей певицей, голосом и матерью, и не навредив своим родным и близким, потому что, я говорю, бывает огромное количество гастролей, выступлений, и когда ты разрываешься, и кто-то болеет, и ты недостаточно времени уделяешь, недостаточно внимания, люди вырастают и отдаляются друг от друга, и ты теряешь, иногда кажется, что самое главное. Вот на вот этой вот чаше весов ты не знаешь, как балансировать. Вот я говорю, даже вот предстоят вот сейчас гастроли. Я не представляю, как я прилечу, как ты это все организуешь, потому что бывают моменты, которые ты боишься, что ты навредишь своей карьерой родным, или наоборот, если все бросишь и погрузишься уход за детьми, кто-то там уходит в декрет и вообще не выходит, а детки вырастают, и говорят, а мне это и не надо было, и ты и себя потеряла, и в итоге и жизнь прошла, и предала свой голос, свое дарование, которое даже вот Папа Римский мне сказал нести в мир. Но бывает в жизни ситуации, когда кажется, что ты не очень хорошо справляешься. Мне кажется, у каждого, да, наверняка. Даже у самых, мне кажется, с виду безупречных, наверное, где верный путь будет, а где ты споткнешься. Везде соломку не подстелишь себе, не сможешь, не справишься. Что такое любовь? Принятие человека со всеми его достоинствами и недостатками. Даже вот что-то совершенно дурно. Ты принимаешь это, и ты не осуждаешь, испытываешь такие теплые чувства. И когда человек болеет, ты чувствуешь эту его боль. И ты кажется, что своим прикосновением вот этой вот любви ты его можешь даже немного излечить. Ну, это я так чувствую, по крайней мере. Я очень, я говорю, полна любви. И вот часто мне говорят, даже дочь говорит, мама, твоя сила любви лечит. И, может быть, и это правда, мне кажется, тогда. Да. А есть что-то важнее любви? Нет. А любовь такая мощная движущая сила. Все благодаря любви мы здесь. В каждом из нас есть и черное, и белое, и хорошее, и плохое. Я за любовь и за музыку. Это мой выбор. А выбор там, какого-то иного человека жить какой-то там, не знаю, кто-то скажет зависти, кто-то скажет боли, кто-то скажет там какой-то жертвенности. Это выбор каждого человека. Мой выбор – любовь, он меня питает, окрыляет, наполняет жизнью и звучанием мой голос. Есть ли на свете что-то важнее любви? Что такое любовь? У всех будет свое мнение. Молодые парни скажут, наверное, это какое-то там, или девушки, наверное, это все-таки область какое-то сексуального влечения, да, то есть люди постарше, наверное, как-то это по-другому мыслят. Я призываю всегда, что нужно все-таки анализировать саму терминологию. В данном случае, если мы говорим, что такое любовь, оно происходит от древнерусского слова «любы» или у нас сюда «люба», то есть это гармония, красота. В данном случае, как ни странно, то есть любовь, красота, гармония – это вот одно и то же. Наверное, это вот все взаимосвязано. Вот. То есть должна быть какая-то красота, гармония с самим собой, с окружающими, вот, с тем, с кем ты. Вот. Тогда это любовь. Тогда я думаю, что, наверное, ничего выше этого нет.